Ну, вот как ты любишь, да? Как ты любишь? Здравствуй, здравствуй, мой хороший. Хорошая моя тоже девочки. Смотрит, женщина смотрит. Красивые, между прочим. Красивые, как я люблю. С вами, как всегда, Леха, Хардплей. Извините за севший голос. Во-первых, приболел. Приболел, сижу с соплями, задвигаю, вот так вот делаю. Очень не болейте. Завтра трек-день, завтра по треку буду на это, ну ты понял, да, быстро ездить, короче, да. Вот, а заболел, все заболел, все, конец, все. Значит, соскучился по Ютубу, да. Еще, кстати, голос, знаете, почему севший? Потому что вот есть одна игра такая, знаете, вот, прости господи за слово игра. И вот меня сегодня там вот, ну, как всегда, довели, понимаете, довели. Вы думаете, это Counter-Strike? Нет. Это я так захотел расслабиться в игру Lineage 2. Да, зашли, не вот это вот автобой, автоклик, вот это дерьмище, да, а на X1, Hi-Fi, все как мы любим, короче, вот этот хардкорчик, да. Это, если еще не реклама, я даже не говорю, что за проект, что как. Кто захочет, в телегу зайдет или на стрим ВК, там, короче, найдете, где играем. По кайфу в долгую я зашел, короче, посидеть, почилить. Так что добро пожаловать. Или, я не знаю, где-нибудь в комментах там ссылку оставлю. Короче, найдете, кто захочет, зайдет. Очень часто играем, практически каждый день. Сегодня у нас все как вы любите, в общем-то. Да, мама в 16. Второй сезон, 4 выпуск, Аделина, Уфа. Мама в 16, насколько я знаю, недавно... Это бан, всем бан. Баны, всем выдали там, начали ругаться администрация, мама в 16, сказали, их вы там, я не знаю, с чем там была проблема, но я так понял, кто-то там нашкодничал с Твича, я не с Твича, с Ютуба, я люблю канал мама в 16, ссылочку на ролик я уже оставил внизу в описании, обязательно заходите, подписывайтесь, да, не баньте меня, пожалуйста, я очень красивый, да, красивый и скромный, пожалуйста, не баньте, спасибо. Значит, что еще хотел сказать? Хотел сказать то, что что-то, по ходу дела, Ютубу реально, ребят, кранты. Уже на полном серьезе. Я не любитель вот это вот... Ну, что-то да. Уже сказали, и Аки нельзя регистрировать. И все очень печально. Короче, чтобы не было печально, чтобы было все очень хорошо и замечательно, и чтобы всем все нравилось, просто возьмите, подпишитесь на телегу. Реально пропадем, я вот перестану видос сюда выкладывать, и потом начнется вот это вот слезатория. Где мой Лешка? Где мой Лешка? Я знаю, ну ты можешь. Да, ты меня потеряешь, потом найдешь другого. Я знаю, что ты... Не надо мне сейчас говорить, что ты не найдешь другого. Не надо. Да, я люблю тебя, уже она кричит. Все, лифчик снимает, скидывает. Люблю тебя, не могу, да. Не надо мне рассказывать, не надо. Кстати, вот я говорил, да, вот на тему того, что у нас, между прочим, да, контент будет. Инсайды. Инсайд. Мне никто не верил, однако, вы в курсе, что несмотря на все эти проблемы Ютуба, там что-то там пошло, не пошло, там это пенная вечеринка. Короче, я вам просто скажу одно, то что в телеграм-канале уже лежат фото и инсайды. Вы знаете, что первая уже серия нового второго сезона по заброшкам уже отснята? О, вот в чате человек пишет: Леха, Стас Фоменко. Леха, когда заброшка? Не подписан на телегу. Не подписан. Стасик не подписан. Стасик. Имя смешное, Стасик. Как таракан. Люблю имя Стас. Ладно, у меня кореш Стас, ладно. Вот, не подписан. Подписывайтесь, ребят, чтобы не потеряться и чтобы все знать. Я, кстати, как раз после заброшки и заболел. Не спал, в линягу сидел, играл. И на заброшку поперся, да. Пришли в 6 утра вот с такими глазами. Вот я эти сумки с фонари несу. И все, и заболел. Да, короче, как-то так. По поводу онлайна, офлайна и всего остального я говорил, то, что частично заброхи будут офлайн, где это уместно, возможно, и давайте так скажу, у нас есть лишнее время, мы сделаем онлайн. Хорошо? Я не могу на стриме вам подробно рассказать, почему. Просто из некоторых мест нужно быстро прийти и быстро уйти. Вот.
Ну, наверное, все поняли, да, о чем я. Просто если я на стриме начну говорить, то могут потом это... Вот так вот сделать не надо. Ну, вы поняли, да. Да, там в чате, там... Короче, вы поняли. Короче, надо быстро все. Вот там, где раз, пришел и ушел. Мандарин и Макс, спасибо за подписки. Спасибо, друзья. Вот, короче, надо быстро, да. А то могут... Ай, дядя. Ну, вы поняли, да? Вот, значит, все ли прошло гладко? Все прошло довольно хорошо. Немного непривычно, немного необычно. И место само по себе неприятное было. Вот так вот, такой вот вам короткий, вот я вас так потихонечку заинтересую. В этом месте, вот так скажу, что в 2010 году произошла очень большая такая, ну, трагедия. Там 15 человек сгорели. Да, это как бы там даже ничего нигде искать не надо. Это в выпусках, это в новостях, это такое вот место. Я решил туда съездить, посмотреть, что там сейчас происходит. И там на самом деле очень неприятное место. Такое оно... Короче, все увидите. Да. Это прям вот... Мы 4 часа до него ехали. Такое оно прям. Ты выходишь и сразу такое вот. Оно такое вот. Но видеоматериал я пока еще сам не смотрел. Сразу говорю. Не смотрел. Да, купили новые GoPro-шечки. Все, извините, а то люди пришли на маму в 16, а я тут уже 6 минут сижу рассказываю. Интересно, потому что, понимаете, хочется рассказать. Но вам не интересно. Ладно, давайте дальше тогда. Да, я вам какой-нибудь разговорный стрим сделаю, да, и мы с вами пообщаемся. Вот. Начинай обзор. Да я все как обычно. Мне ж рассказать надо. Представляешь, когда я дедушкой стану, я вам, как сейчас помню. Да, и постоянно что-то рассказываешь, да. Так что как-то так. Значит, друзья, я хочу сказать одно, то что я очень рад, что эту мы запустили заброшки. У нас 8 локаций. Это пойдет нон-стопом. Так что, чтобы не пропускать все инсайды, как-то так. И самое главное, для тех, кто на бусте подписан, я знаю, что очень много таких, у вас несколько тысяч человек, за что вам огромное спасибо. Вот, я хочу сказать то, что спасибо вам, друзья, и, короче, те, кто подписан на бусте, со 2-го левела подписки от 300 рублей, вот, я закину заброшку, вы увидите ее самыми первыми. Да, там, может быть, на денечек, на другой. Вот, так что как-то так. Ну и, конечно, всех бы вот этих вот поездок, вот этого всего нового оборудования, мы там GoPro-шек накупили 13-х, короче, там, так, еще там кое-какое оборудование для онлайн-стримов, сейчас еще будем докупать, там много нового вышло, вот, чтобы нам усовершенствовать наш апгрейд, вот, короче, как-то так. Вот нашему партнеру, да, оранжевому, огромное спасибо, тоже первым в комментарии оставлю ссылочку. Вот, ну вы знаете, вот эти с фрибетами, да, там зашел, да, новый, старый, там, пользователи, неважно. Раз зашел, а там раз, опа, да. До 3000, чего? Правильно, долларов, да, сейчас, раку, рублей, да, захотел, забрал, захотел, просто зашел, зарегался. Мне этого достаточно, спасибо, кто меня поддерживает, потому что вот если бы вот этих ребят не было, то мы бы никуда не ездили, потому что все это очень дорого, все эти выезды, вся вот эта карусель, это очень сложно. Вот, для особое внимание вот в чатик и те, кто в комментариях, друзья мои, вы очень давно меня просите Patreon сделайте, да, я водичку время от времени буду пить, а то голосок у меня совсем сядет. Patreon, я знаю, что за бугром есть люди, которые не могут, они говорят: Алексей, мы не можем тебя посмотреть, мой хороший, на бусте, у нас нету, нельзя подписку купить, у многих людей проблемы с подпиской. Говорят: Patreon сделай, как Артемушка Вульф, наш хороший друг, выкладывай параллельно все туда, а там вот эту база с фильмами, с мультфильмами, с аниме, вот эти все инсайды, это же целая огромная база, понимаешь? Вот. Я послушал, я думал, Patreon, ну, меня из-за бугра-то я знаю, сколько смотрит, там, несколько десятков процентов, да. Ребят, если нужно, вы в комментариях, вот сейчас давайте финально под этой серией напишите: мы хотим Patreon, Лех, смотрю тебя там из такой-то страны, там, на бусте не могу подписаться. Вот. Если у вас, правда, так много, давайте я заморочу, чего мы всю базу прямо и раз, и перезальем туда-сюда. А что? Через VPN.
А через VPN Boosty, ну, не всем удобно. Ну, надо уважать же всех. Меня же люди все-таки много лет поддерживают из-за бугра. Чё это они там должны какие-то эти ваши... Хотя, наверное, у всех VPN есть. Ну, все равно, для кого-то Patreon, допустим, удобнее. Короче, напишите, ладно, мы с вами договоримся. Вот. Привет с Украины, привет всем. Ребят, со всех регионов привет, мы начинаем. И у нас сегодня с вами «Мама в 16». В ближайшие пару часов я вам постараюсь поднять настроение. Мы посмотрим то, как делать не надо, на мой взгляд, когда вот это вот сиськи, письки в 16 лет, вот эти вот пеленки, распашонки, вот это вот, короче, вся хрень. Вот, контент сугубо развлекательный. Я постараюсь вам немножечко поднять настроение. Лишний раз там улыбнетесь, там, может быть, и так далее. Еще раз напоминаю, вот, ребят, наша телега. Можете в руки телефончик взять, подписаться, чтобы не пропускать стримчики. Вот, также hard.inst. Это хардграмм. Да, хардграмм, да. разрешенный для подписки. Хардграмм, да, вы поняли. Вот там сейчас всякие фотокарточки, приколюшечки выходят, да. Ой, сейчас еще там я выложу заброшечки, фотокарточку. Я красивый, я очень там красивый. Там, ну, я такой весь нарядный, там, да, очень вам понравится. Ладно, музыку оффу, и пойдемте смотреть. Может быть, кто-то как раз и заснет. Не то, что тебе послышалось, а именно заснет. Да, я уже, девочки уже захихикали. Лайк поставил на «Маму в 16». Поехали. Давайте смотреть. Всем приятного времяпрепровождения, чаепития. Погнали. Привет, меня зовут Аделина, мне 17 лет, я живу в городе Уфа, столице Башкортостана. Поехали. Я студентка Уфимского профессионального колледжа имени Султана Бекеева. Знаете, я всегда угорал с этого, никого обидеть не хочу, но в свое время, помните, называли, заметьте, шараги. Я 87-го года рождения, то есть в 2004-м я закончил школу, и называли у нас шарага. Шарага, там, ПТУ. Вот это вот, что, ПТУ, да, ПТУ. Вы поняли, да? Вот. Потом это уже колледж. Понимаете, то есть как бы колледж. Дальше колледжем придумали разные имена, названия. И как бы уже звучит солидно, да, то есть уже не, да, да, то есть, да, технарь, да, путяга, да. Сейчас уже там все, сейчас уже колледж. Ты что закончил колледж? Учусь вести документооборот на предприятиях. Живу в общежитии, но выросла я в детском Лев, доме. привет. В детском доме очень было хорошо, там воспитатели, они все хорошо относились. В любой момент я могла Аделина, пойти имя просто красивое. с ними попить чай, поговорить о чем-нибудь, все тебя понимают. Не было такого, то, что там кричали, ругали. У меня тоже был прекрасный институт. Я тоже со своими, между прочим, преподавателями разными, да, мог вот, да, пойти попить чай. После того, да, как я осуждаю, или одобряю, не знаю. В общем, после того, как ты к ним, так скажем, да, в хорошем расположении духа. Просто когда я увидел на втором курсе всякие овощеводства, какое-то, как теплицы строить, как еще какая-то животноводство, я говорю, вы чего? Я говорю, я куда поступил? Что это? Я говорю, для чего мне это? Какие-то опять пестики, тычинки. Я говорю, можно я пойду поработаю и просто, я говорю, 2 шкатулки в студию? Да, и вот это вот. Вы в какую выбираете? Правую, левую, правую? Да, сколько мне? 1 месяц надо поработать или полмесяца? Да, давайте. Черный ящик, да. Вот, и вот так вот, ну вы поняли. Вот, так что, ну, потом зато очень хорошо с ними общались. Да, очень они добрые, хорошие ребята, да, после того, как возьмут. В детдом я попала при живых маме и папе. Родители расстались, когда мне было 2 Что? годика. Ну что, я один Моего такой? папу зовут Ильдар Закирович, ему 49 лет. Он много пил и не работал. Мне просто это не надо поэтому было. мама Какие ушла предметы от не него. нужны, я... Его вообще не было в моей жизни. Не звонил, Но вы не учитесь. писал, не приходил тоже. Хоть знал, где мы живем. Я его вообще не Такая воспринимаю матрешечка, да? никем. Хорошая. Что он есть, что его нет. Пухленькая Мою такая. маму зовут Как ты? Регина Радиковна, ей 44 года. После развода с папой заботу обо мне она переложила Регина на свою Радиковна? пожилую маму, а сама стала Пожилая мама. выпивать и пропадать из дома. О, У мамы не было вообще всего детства. Но моя бабушка полностью заменила мне маму. Научила писать, читать, готовить. поехали. Мне ее очень не хватает. Бабушку звали Галжанет Гайфуловна. Она скончалась 2 года назад от инсульта в возрасте 65 лет. Я не знаю, это нарочно, что ли, таких актеров подбирают. Ну, постоянно что-то происходит. Это
вы можете хоть раз сказать, что все у всех хорошо, или хотя бы, ну, наполовину? Что ж такое? Ну, то прям вот страшно, очень страшно. Когда мне было 11, ей уже было тяжело со мной справляться. Но это жизнь с И другой тогда стороны. мой дядя Вадим Радикович, О. родной брат мамы, Эй, какой забрал ты меня хороший. к себе. Дяде Вадиму 42 года. Дядя Он Вадим. строитель, зарабатывает 60 тысяч в месяц. Сколько? У него есть жена Айгуль и 6-летняя дочь Гузель. Так как маме было на меня наплевать, дядя через суд лишил ее родительских прав и оформил опекунство на себя. Сестре старшей было выгодно с детьми шататься, мотаться. Я очень много раз ее находил в разных местах. Последний раз я нашел ее в Тавтиманово. Зашел домой. Где? Дом весь расхлябанный, там бутылки фалям-тугам, все валяется. Я забрал Аделину. Говорю, мы же с Чего? тобой родные, брат с сестрой. Я ж тебя не бросаю. Говорю, давай, говорю, станем с колен. Говорю, я тебе помогу во всем. В итоге она мне сказала, я через 2 дня приеду. До сих пор нету. Он ее забрал силой. Никто меня ни на суды, никто не приглашал. Просто сделали просто без меня. Конечно, да, у меня была обида на брата. Но у дяди Вадима я прожила всего год. Дядя Вадим. Летом, когда мне было 12 лет, Мужик, да? опека дала Сильно, путевку да? в детский лагерь. О. Но я не хотела ехать. И вечером перед Работяга отъездом я просто. сбежала. Я связалась с плохой компанией, компания из 2 сестер. Они курили, пили, и когда мне позвонил дядя, сказал, то, что нужно ехать в лагерь, я забоялась, потому что там не была ни разу, и осталась с этими сестрами, гуляла с ними, ночевала у них. Названивал дядя, но мне страшно было от него брать трубки. 5 дней не было дома. Аделину я искал самостоятельно. Понимал, если я обращусь 5 в дней? органы милиции, у меня лишат опекунства, а ее определят в детдом. А когда уже 5 я потерял дней? надежду, Дома не было. пришлось мне обратиться в органы полиции. Когда меня нашли, опека это уже посчитала, жестко. что дядя не справляется с моим воспитанием, и его лишили опекунства. На тот момент, потому что я не осознавала этого всего. Еще плакать начну. Прикинь, там дядя вообще ошалел. Он взял опекунство, старался для девчонки просто 5 дней, человек пропал. Мне кажется, я не знаю, я бы с ума сошел. 5 дней. Ну, как может быть состояние, если ребенка оторвали? Я... Что он тоже сделает? Ну где он найдет? И такая патовая ситуация, и в полицию не пойдешь, тебя лишат прав. С другой стороны, ну 5 дней тоже ждать, это, не знаю, странно. Такая двоякая ситуация. очень сильно расстроился. Ну, я конечно, бы, не понимаю, знаю, то, я что, бы, может быть, и моя я бы сутки бы ребенок мне не звонил, я бы знал, что он ушел гулять и пропал. Да ты что, это все, я бы не спал, не ел, не пил, там, бегал бы, метался. вина недоуглядел. Первое время мне было одиноко и непривычно, но постепенно я втянулась. Начала общаться с девочками, познакомилась с воспитателями. А Некоторых мальчик-то где? воспитанников родители или опекуны увозили Вот домой он, на выходные, вот. но меня никто не забирал. Дядя Ага. приезжал ко мне периодически, а мама навестила всего 2 раза за 4 года. Сейчас мы иногда с ним Потрясающе. встречаемся. Она работает поваром в школьной столовой. О чем можно вот разговаривать? Мама меня, то есть она вроде бы как бы мама, но она меня навещала 2 раза за 4 года. Два раза за 4 года. Зарабатывает 20 тысяч в месяц. Опять пила? О! Вы мне из-за этого Наливай. алкоголя все детство испортили. Какое детство тебе испортило? Ничего тебе не Ой, испортило. Ну, конечно. Меня этот алкоголь уже бесит. Я тебе бутерброды сделала. Ты дальше сидишь и пьешь, смотришь так И что, глазами. сейчас будешь выливать? Да молодец. Да, а что еще делать? У! Мне обидно, то, что Ты что наделала? она мне не чужой человек. Но никакой материнской любви я от нее Куда пиво не вылила? чувствую. Жесть. Куда пивасик пошел? всех дети как дети, а у меня Сердце аж закололо. У всех дети как дети. У вас как обычно. Где он? Вот, пожалуйста. Поехали. Ведь там я встретила Его! Вот он мой хороший. Вот он. Моего парня зовут Данил, ему 18. Мы знакомы 5 лет, учимся в одном колледже, но на разных специальностях. Он будет плотником. О, чё, Увлекается нормальные ремонтом пацаны, чё? машин, как и я, живет в общежитии. Не, а чего вы? Сейчас все начнут. Я понимаю, что там все эти Гуччи свои, эти Прада, Луи, эти Витоны, чи как там, эти, да? Но, ну и что? Ну и что? Ну вот пацаны в гараже ковыряются, машины там что-то ковыряют, еще что-то. Чего вы все сразу? О. Что во? Ничего страшного, тут это
Тоже, может он потом автомехаником станет. Может, еще кем-то. Что ты начинаешь? Житий. Подрабатывает Не кассиром русских. в пиццерии, О! получает 2000 рублей за смену. Ничего Я же не себе. заказывала. Ну ладно, это тебе от меня. Спасибо. Я с Аделиной Я, короче, поймался на мысли. Есть одно место. Какое одно? Короче, в моем городе, в родном, я заходил, ну, наверное, не реклама, да, ну, скажу, ну, ладно, что, в Бургер Кинг. И я туда очень часто, у меня, у пацана, когда тренировка, у старшего сына, я туда вместе с детишками, он, пойдем булочку я там, булочку я возьму. Я говорю, ну, пойдем, ладно, я говорю, пойдем, ну, после тренировки, ничего страшного, что, можно. Иногда у него там проскакивает. Я говорю, ну, пойдем. И там, короче, мне постоянно то какой-то пирожок, то колу лишнюю дадут, то еще что-нибудь, то какую-нибудь эту, вот. И раз я пришел, ну, со вторым малым этим, шкетом мелким. Ему, короче, поняли, ему дали этот, ему какой-то, как он, не Happy Meal, вот этот рюкзачок, сундучок. Я говорю, мой хороший, я говорю, ну, давайте оплатим. Он говорит, Лех, спасибо тебе, типа, за настроение, я тебя уже 5 лет смотрю. Потом еще где-то что-то такая же карусель была на фудкорте, тоже я пришел, и мне целый поднос, мне так неудобно. Короче, я, ну, там что-то себе взял, какую-то мелочь, вот знаешь, вот там что-то в воду или еще что-то, а мне просто целый поднос. Я говорю, это не мой заказ. Он говорит, нет, это ваше. Стоит, улыбается. Подкармливаете. Вот здесь вот пиццу в Зеленограде мне парень говорит, Лех, ты какую пиццу любишь? Я говорю, да я как-то их не особо, Он говорит, давай любую, короче, я тебе сделаю, приходи, говорит, вон ко мне, у тебя тут рядом со студией. Додо, не Додо, я говорю, Додо, я говорю, ну это, конечно, хорошо. Мне это вроде неудобно, так приятно, я же не знаю, там, может, там наругают, может, еще что-то. Знаешь, как приятно, да, когда вот эти... Я такой человек, я говорю, меня деньгами или чем-то удивить, ну, там, конечно, можно, там, геликом, там, я все жду, когда там какой-нибудь мажорик, да, мне там скажет, Алексей, возьми, пожалуйста, вот ключики от нового Гелендвагена, да, вот покатайтесь там с Сашкой Соболевым, да, вот, давайте, у него черненький, а у тебя беленький, по-моему, очень хорошо бы было, да, ну, ладно, я дождусь все равно когда-нибудь, да, кто-нибудь когда-нибудь подарит, да, может, я не знаю, там, на день рождения, 7 ноября, да, кстати, не за горами, да, там, то там обещают, все обещают, там, что-то, часы тоже. Вот, в общем, к чему это я, да, не надо мне губы закатывающие, да, сейчас, ага, начинается. Вот, и, короче, к чему я веду? Веду я к тому, что вот так вот подкармливаете, мне очень приятно, вот эти всякие мелочевки, у меня всякие, знаешь, сколько вон, они везде валяются, вон, знаете, всякие игрушки ваши, подарки, вот в Нижний Новгород ездил, у меня тут он полстудии, вон гусь лежит, гусь в мой рост лежит, гусь вон отдыхает рядом, вот, так что держу в курсе. Да, так что, ребят, кто захочет, да, там, 7 ноября, напоминаю, да, 7 ноября можно начинать уже собирать, да, в складчину, да. познакомился в детском доме. Спасибо. Он как-то приехал, увидел Аделину, и я говорю, теперь я знаю, кто будет за меня делать домашнее задание. Он говорит, ага, да ты чё, не буду за тебя делать. И все, я думаю, ну посмотрим. Я сейчас скажу, он обидится. У него было ухо проколото. И шорты такие, ну, смешные, где карман вот так вот, один карман. Я думала, вообще какой-нибудь такой вот дурачок. Первое время мы просто дружили. Она мне понравилась, а я не знал, как это сказать, потому что ну, мы в одном учреждении живем, только этажами она выше, я Что, ниже. нормально, работяга, И чё я вы? пишу ей через друга, привет, Аделина, тебе Данил нравится? Она говорит, да. Я думаю, ага, есть контакт. Через свой телефон пишу, привет, как дела? И говорю, давай встречаться. Данил добрый, он не думал Махинатор. только о себе. Просто как человеку мне понравился. Обо мне никто не заботился, как Даня. Я мечтала именно о таком чутком и внимательном парне. Мне так хорошо с тобой. Я люблю тебя. А я тебя люблю. Наш Я ему главное говорю, Вован, ну вот, ну не надо рано. А он вот, пожалуйста, вот, Я, говорит, буду на Твиче стримить, и вот рано, вот, пожалуйста. Наши истории жизни с Даней похожи. В детдом он попал после того, как его маму Анастасию Валентиновну лишили родительских прав из-за алкоголизма. Да что ж Ей такое там, 39 буфета лет. я не пойму. В молодости она работала на стройке.
Сколько лет? Похож Чего? из-за алкоголизма. Ей 39. Э, Мне 37, если что, в этом году. А? Лет. В молодости она работала на стройке и познакомилась с будущим отцом Дани, рабочим Арсеном. Он был старше ее на 4 года. Но когда Дане было 8, отец завел роман на стороне, бросил семью и уехал в другой город. Больше они Пошел. связь не поддерживали. У меня начались как бы трудные времена, и я начала злоупотреблять алкогольным напитком. Я познакомилась с черным Алкоголь. риэлтором. А. Извините, у меня просто после 1,5 года бана на Твиче у меня флешбеки начинаются, да. С кем ты там еще раз алкогольными напитками начала злоупотреблять? Она внушила Виноградный мне день. доверие, и я как бы, повелась на это. И потом я узнала то, что у меня квартира в ипотеке, ее забрал банк. Молодец. Даня регулярно сбегал из детского дома, чтобы увидеться с мамой. Туда до конца сделай, чтобы нормально, хорошо смотрелось. Чтобы с окошка ничего не видно было. При живых родителях жить детям очень тяжело. Потому что Данил сколько раз мне говорил: мама, мне очень тяжело, я хочу жить с тобой. И просил: мамочка, перестань пить. Как-то у меня, не сразу это все Вообще, получилось. говорит, просто. Очень много навалилось у меня. И, а потом я пришла к выводу, что мне это ни для чего. Полностью мама не И продолжила пить. сможет бросить пить, потому что она такой человек. Хочет выпить. Лех, не делай звук блевоты, а то у меня рефлекс, Леся. Давай, подержу. Что? Нормально все. Ведь она выпьет. Больше 2 недель, 3 недель она не протерпит. Там какой-то стресс или еще что-то. Все, она выпьет. Не держу зла на маму, потому что разные ситуации в жизни бывают. Конечно. Я осознал это и все понимаю. Сейчас тетя Настя выпивает гораздо реже. Вот. Вот, пожалуйста. Вот. Вы мне, кстати, там в телеге, когда я спрашивал, какие у вас домашние животные, у меня столько у вас кошек смешных. Не знаю, где вы их находите. Работает на автомойке, зарабатывает 33 тысячи рублей в месяц, снимает комнату в общежитии. Я с ней познакомилась, когда жила в детдоме. Она очень красивая, хорошая, с Копилка. характером девочка. Но мне нравится она. Какой художник? Вот я думал, напишет кто-нибудь в чате. Какой художник? Саха. Ну ты прекрати, при чем здесь вообще художники? Как человек, мама Данила, она Не хорошая. рисует кот, С не ней рисует. можно поболтать о чем-нибудь. Но вот алкоголь портит все. Моя мама познакомилась с Даней и тетей Настей, когда приезжала ко мне в детский дом. Но дальше знакомства, общения не зашло. Мама Аделины Третьим будешь? необщительная. С ней начинаешь разговаривать, она как-то сторонится. Скрытный человек, закрытый. Это потому, что ты пить бросила. А если с маме прийти с пивандем... Понимаешь? У меня ж YouTube отвалился. Ревнует, говорит, меня ко всем однокурсникам. И YouTube такой рычаг. Да вы вообще там охерели. Все, до свидания. Меня это раздражает, потому что я вообще ему не даю повода Кто, говорит, ревнует? Бан. для ревности. Я вообще ни с кем практически не общаюсь и не понимаю, как меня можно ревновать к тому, чего вообще не было. Я очень сильно ревнивый. Она там общается с каким-то мальчиком. Я мог подойти, сказать, что за давай, ты выбирай, либо он, либо я. Мог пойти и набить морду. Я всегда приходил вместе с ней в школу, она всегда сидела. За что?
Прикинь, по поводу пар. Уроков стоят, общаются. Что говорит? Выбирай. Либо он, либо я. И пацан такой. Чего, блядь? Делал со мной. Пошлите, Я вот говорит, такой морду. человек. Я не общаюсь с девочками, она не общается с мальчиками. Конченый. Я Даня понял. снял квартиру за 20 тысяч в месяц. Несмотря на то, что мы начали жить вместе, видеть я стала его реже. Чуть ли не каждый вечер Даня уходит тусить к своим друзьям. Потрясающе. Одна пьянка в голове, меня это уже достало, меня это очень бесит. Я могу и хочу с друзьями гулять, встретиться. А А ты сиди дома и ни с кем не разговаривай. Правильно, молодец. Аделина, наверное, больше ревновала, что я днем сплю, потом с друзьями собираюсь. 100%, да, тебя твоя девушка ревновала то, что ты спишь днем. Не то, что ты ночами по клубам шаришься, с телками чухаешься. Нет, 100%. Именно то, что ты, да, 100%. Домой прихожу, сплю, опять с друзьями собираюсь. Якобы с Аделиной никогда не сижу. А зачем она тебе вообще тогда, если ты ее даже не видишь? Ты спишь, встаешь, и говоришь ей привет и уходишь. Когда с Аделиной вместе сижу, она постоянно сидит и в телефоне. Придирчивая она. Мы планировали, что когда мне исполнится 18, мы поженимся. Из-за Даниных тусовок я уже хотела передумать. Но теперь свадьбу придется сыграть раньше, ведь я жду ребенка. Когда-то Когда-то, да, прекратите. Когда-то. О, уже поехали. месяц живем вместе. Если бы я знала, что Даня такой лентяй, я бы не торопилась съезжаться. Иногда его так хочется придушить, прибить, потому что он не берет с собой посуду, она так и будет стоять до тех пор, пока он там не захочет опять поесть. Меня бесит то, что у него валяются его вещи на полу. Ты чё туда забрался? Он один, и вот второй. Какой упитанный. Ты толстенький сидишь. Хрумки хрумкаешь. Молодец, молодец, молодец. Как только Молодец. я понимаю эту Вот. вещь и говорю, Да нет, ты можешь даже ничего и не говорить. Все нормально, все. что Тут я все сейчас понятно. выкину Вот, куда-нибудь в окно, вот, всё равно пожалуйста, убираю. стрим Я сидят еще ни ждут. разу не выкинула, но, похоже, скоро выкину. Но есть в отдельной Кого? квартире и плюсы. Нам никто не мешает. Как только мы съехались, мы сразу начали заниматься любовью и никогда не Заниматься любовью. предохранялись. А если я забеременею, что будем делать? Будем рожать. Дети, это хорошо. Мы понимаем, что мы можем забеременеть. То есть мы сами этого хотим. Я готов там работать на 2-3 работах, чтобы у ребенка было больше, чем было у меня в детстве. То есть, чтобы он получил то, что не получил А тусоваться когда? я. На днях у меня случилась задержка. Участились тянущие боли внизу живота. Я решила сделать тесты на беременность. Да, неясная полоска вторая. Я в шоке. Ну, а чё, почему? Зачем? Что делать? Зай, я, похоже, беременна. Как так? Ну, вот так, смотри. Плохо же видно. Ну и что? Хоть плохо видно, но все равно. Надо сходить на УЗИ и проверить, Давай, когда пойдем? когда удобно. Хоть сегодня. Страха, в принципе, нет. Есть просто Страх отсутствует. Я просто вещи собираю и уезжаю. Все. Я, говорит, человек простой. Ой, не вижу, не вижу. Сейчас, подожди, сейчас, говорит, к окулисту схожу. непонимание, что будет дальше. Ты же хотел. Переживаешь? Ребята, страха нет. Прикинь, если скажут, да, то, что там малыш. А если нет, скажет? Но если скажут нет, ну, что, подождем. Всему свое время. Даня не отважился пойти со мной в кабинет к врачу. Считает, что это не мужское дело. Что у вас случилось, что беспокоит? Делала тест, Чего? и там вторую полоску, ну непонятно, есть она или нет, и на втором тесте тоже так же. Так. Адель, посмотрите, пожалуйста, Один, на экран. они уже знают. Здесь видим мы матку. В полости матки видим Матка. плодное яйцо. Поздравляю, ты беременна. Матка в тонусе? Нет, я каждый раз спрашиваю. Вы можете, я ночью не сплю, думаю потом. Она в тонус пришла или нет? А? Как тебе эта новость? Шокирована. Шокирована? Плодное яйцо у нас соответствует 6 неделям.
плодное яйцо, матка и еще есть одно слово. У меня глаз потом дергается. Как он? Какое-то еще есть одно слово. Околоплодные воды. Я когда выучил, я чуть с ума не В сошел. этом сроке уже можно прослушать сердцебиение. Хорошее сердцебиение у плода. Для данного срока все хорошо. Я не верю. Не знала, что так быстро произойдет это все. Скажи, пожалуйста, не тошнит, не рвет? Нет. Так, возраст скажи, пожалуйста, Аделин. 17 Лезь, ты лет. тут? Ты несовершеннолетний. В этом случае мы должны обязательно сообщить твоим родителям. А я с детского дома. Нам нужно будет передать тогда информацию в детский дом. Мгм. А когда из больницы сообщают в детский дом, они передадут это в органы опеки. С 12 до 16 лет я была под опекой в детском доме, закончила в 16 лет 9 класс, поступила в колледж, и с этого момента ответственность за меня несут органы опеки. Беременность подтвердили 6 недель. Реально? Реально. Ты... У нас типа лялька будет? Да, сердечко даже дали послушать. Ого. Но сказали, Братан, не расстраивай меня, пожалуйста. Я очень прошу, прекратите. Не надо меня расстраивать. Я грустить начинаю, когда такие фразы слышу. сообщат в детский дом. Зачем? Ну, я несовершеннолетняя. нет? Я не верил. Вот это попадос, конечно. А детский дом скажет, это все опеки. Что делать будем? Ну, Да, значит, чёрт, нам надо спасибо. быстрее, чем они передадут, сходить и с вами все рассказать. Дрожь по всему телу пошла, и все, я думаю, вот сейчас 9 месяцев пройдет, и у меня будет такой маленький киндер. Органы опеки работают только в будни, поэтому туда мы сможем пойти через 2 дня. Эти выходные в ожидании будут для меня волнительными. А пока мы решили не откладывать новость о малыше. И первому мы сообщим моему дяде. У нас есть новость. У нас будет ребенок. Ну, я беременна. Говорит, ты, ёб твою мать, говорит, только вышел из тюрьмы. Да что ж такое, а? Серьезно, что ли? Да. Молодцы. Вы смотрите, у меня этот клокочет все, вот, честно говоря, это шок для меня. Подумали, на какие деньги растить? Ну, да, вот я сейчас работаю. Ну, сейчас вам представить нелегкий путь. Будет тяжеловато, не переживайте, звоните. Дал Бог ребенка, даст ему ребенка. Дал, Естественно, услышал. шок. Сразу пробежалось мозгу. Как? Я знаю то, что она не догуляла. Она сама еще ребенок. Я фотку недавно ей отправлял, где я держу ее. Кормлю, лучше. Так, не надо, это уже ваше личное, товарищ. Вы там кто фотку куда там отправлял. Прекратите, я понимаю, что все это дело семейное, но давайте без этого. Ой, маленькая такая. Она такая, А. ты мне, говорит, взяла. Я говорю, вот. Опыт есть, поможем. Это все вы и меня Вечером мы так вот поехали довели. к маме Дани. Прекратите. Мы ребенка ждем. В смысле ребенка ждете? Вот так. Вот как, ёб твою мать, можно задать этот вопрос? В смысле вы ждете ребенка? Мам, мы ребенка ждем. В смысле вы ждете? Вот как на этот вопрос правильно ответить? Напишите в комментариях. Или в чате кто-нибудь. Дайте, пожалуйста, ответ. Как? Ну вот, как вот просто, вот, в смысле? Ну, ёпта, в коромысле. Не знаю, по почте, там, рано с утра. Как? Со школы, из сада, я не знаю. Ну, как? Аделина беременна. Так она же маленькая еще, сынок. Нормально. А что, как скажут тебе в опеке? У вас По- брак не зарегистрирован. Ничего страшного, мы зарегистрируем. Данила, ты понимаешь, что ты же старше ее? Тебя же могут забрать в милицию. А если Чего? Чего бы? Обоюдное согласие, брак, согласие органов опеки, там, по-моему, согласие родителей, да, там, могут зарегистрировать. Вроде никто никуда не бежит, не торопится. Вот так вот у них вот вышло, ну что теперь? Что? сейчас и ты скажешь там... Алло, а вдруг милиция! на него повесят? Что повесят? Помогите! Ну, я пойду, поговорю. Нормально С кем? Со следователем? все будет. А вдруг и правда Даню могут посадить? Поехали. Вы сейчас все еще... Что там говорить, ну что ты? Не боишься? Ну, я просто не знаю, что они скажут. Как они отреагируют. Ну, главное, по обоюдному согласию. Можно попросить эмансипацию? Чтобы расписаться, да? Да. Кого? Это что такое? Тогда не будет проблем.
Ну, давай так и сделаем. Главное, я не знаю, что они скажут насчет этого. Я Кого пришла в попросить? органы Я опеки не понял. сказать о том, что беременная, Эмансипацию? отнеслись к этому Чё? хорошо. Посоветовали расписаться с Данилом, чтобы я эмансипировалась, чтобы никак не относилась к опеке, чтобы сама за себя несла ответственность. Через госуслуги А. я встала на учет в фонд соцзащиты. И теперь буду получать пособие по беременности – 10 тысяч в месяц. Это вдобавок к моим 15 тысячам, которые мне выплачивает государство как ребенку, оставшемуся без попечения родителей. А вечером мы с Даней позвонили его маме, чтобы она больше не накручивала ни себя, ни нас. Короче, сходили, все нормально, дали разрешение, чтобы с Данилом расписаться. Теперь заживем. Все хорошо будет, меня не привлекут. Я очень счастлива, что серьезных последствий не оказалось. Вся моя любовь, которая не пошла моим детям, я думаю, отдам свою любовь внуку. Буду любить его больше, чем, наверное, своих детей родных. Дельфины, мам, знаешь, как плавают? Мы Я не поплыл. хотим откладывать подачу заявления в ЗАГС, чтобы мне как можно скорее получить юридическую независимость от опеки. Пока животик еще не начал расти, я смогу надеть белое платье на роспись, пригласим родственников и друзей. Мы пришли в ЗАГС подать заявление, чтобы расписаться. Нас девушка попросила выйти из кабинета, мы вышли, прошло около И за нами закрыли дверь. Сказали больше не приходить. полчаса, и девушка нам выносит свидетельство о браке. Получилось, конечно, не так, как мы хотели, свадьба, гости. Но получилось, как получилось. Как говорится, сдох Максим. Да и с ним, да. Теперь мы женаты. Ты теперь моя жена, что ли? Да. Да. Я думал, совсем это будет по-другому. То есть моя свадьба прям Слушай, ну вы реально, вы вообще просто, вы... будет гулянка на весь двор. Я не расстраиваюсь, что не было пышной Да и- свадьбы. Главное, что теперь я не только официальная жена Дани, но и гражданин со всеми правами и обязанностями взрослого. Мы с Даней отправили фото свидетельства о браке его маме и моему дяде. Они нас поддержали в том, что громкая свадьба не главное, ведь к тому же деньги нужно сейчас откладывать на малыша. После ЗАГСа Даня уехал на Экономия. работу, а я решила поделиться в соцсетях. Ждем подругу. Я всегда жду подругу максимально. Давай, Новостью, не что я подведи. теперь молодая жена. Но мое радостное настроение испортил родной отец. В комментариях под видео он обозвал меня грубыми словами. Я почувствовала унижение. Ну, неприятно было слышать как бы от родного отца. Он мне, очень противен. Ну, сколько лет не было, и тут решил появиться. После таких оскорблений я бы не хотела его, чтобы он оставался Чё в моей жизни. законченный? Пусть идет на все 4 стороны. Что случилось? Чего Да. за красная? С отцом. Вот он увидел видео, назвал меня. Зачем так сказал? Отец же. Не знаю. Сколько лет не было, тут объявился. Давай. Где этот? Максим, ты тут? Звони двум братьям-дагестанцам, к отцу уезжаем. Сейчас поедем. Расскажем, да, потом все заедем дружно. Зато экшен, будет чем заняться. Позвони, поговорим. Да нет, не тебе нужно. В смысле, нужно зачем тебя оскорблять? Ты кто он такой? Вообще никто. Давай, Сказать раз на его раз никак. на топорах, Давай я с поехали. ним поговорю. Почему он тебя оскорбил? Так не должно быть. Я в любой ситуации готов защищать жену свою. Кто бы ни был, как бы ни было. Вечером у меня сильно заболел живот. Наверное, потому что перенервничала из-за отца. У меня чуть живот тянет. Сегодня кровотечение было. Что это такое? Серьезно? Я не знаю, думаю, скорую вызвать. Давай, конечно. Мало ли. Не надо еще подумать. Надо посидеть, подумать, порассуждать. Я не знаю, расклад на картах сделать, да. Что? Конечно, давай, вызывай. Вдруг что-нибудь с малышом будет. Я прям, испугался за здоровье Аделины. Ей на данный момент плохо. Уехала. Может случиться что-то с малышом. Скорая увезла меня в больницу, где мне взяли анализы и сделали УЗИ. У меня с вечера живот тянуло, и сегодня с утра кровянистое выделение. Кровянистые выделения обильные? Нет, Хорошо. Тяжести не поднимала? нет. Сейчас тоже болит живот? Да, Не нервничала? Не было такого? было такое. Было? Включим по экранчику. Кровянистое выделение это считается опасным симптомом.
понадобится госпитализация, стационарное лечение. У Аделины случилась угроза прерывания беременности, угроза выкидыша. Такое, к сожалению, довольно-таки нередко встречается она у беременных малого срока. По результатам УЗИ была выявлена ретрохориальная гематома, то есть скопление крови, ну, которое вот и является Чего? угрозой, то есть угрозой прерывания. Меня положили в больницу на сохранение. Может, приехать к тебе? Что-нибудь нужно? Нет, можешь не приезжать, но если мне что-то нужно будет, я тебе позвоню, напишу, приедешь, привезешь. Хорошо, держи меня в курсе обязательно, пожалуйста. Мне очень страшно. Вдруг что-то со мной там будет. Ну или что-то с ребенком будет. Не, ну такая стрёмная тема на самом деле. Прошло 2 дня, как я лежу в больнице. Сегодня с утра немного поднялась температура. Врач уверяет, что это не страшно, но я волнуюсь за малыша, так как хочу, чтобы он родился здоровеньким. Даня звонит мне каждый день, переживает за мое самочувствие. До этого я узнал, что Аделине написал отец. Меня это завело. Я позвонил ему. Здрасте. Узнал меня? Нет. Данила. Ты что, спишь без трусиков? Узнал меня. Ты прикинь, вот, ты просто вот, тебе звонит тут номер, да, вот тут левый вообще. Ты берешь трубку, тебе говорят, что, узнал меня? Ты же дебил? Ты кто? Это. Ну привет. Я по поводу сообщения звоню того. Помнишь, когда ты назвал Аделину? Не помню. Как не помнишь? Ты что-то хочешь от меня? Ну да, я хочу решить этот вопрос. Какой? Ну, зачем ты так назвал ее? Я тебя вижу. Слушай, зятек, хватит мне мозги парить, ладно? Ты же назвал ее? Давай, пока. Давай, ну что ты за Давай, камл? встретимся. Ну, мы с тобой поговорим в лицо. Жду тебя сегодня на бульваре. Я пошел на бульвар, прождал там минут 30, наверное. Дебила. Родной, работает знаешь как? Ты ему отправляешь сообщение, не надо сразу никуда идти. Если он тебе не ответил, что он придет, то не надо его где-то ждать. Ты что, сумасшедший? Совсем? О, боже. 20. Никого не было, я ему позвонил, он не отвечал на мои звонки. Но если я его увижу, будет очень плохо. Ты уедешь в тюрьму. Я понял. Поехали. Через неделю мое состояние улучшилось благодаря Потрясающе. капельницам Приходи один, мы тоже одни придем, да. Нож не бери, у нас свой есть. и уколом. Кровотечения прошли. Сегодня врач будет решать, можно ли меня выписывать. Если на УЗИ мы Кабинет номер 2075. Это что за здание такое? Не, подожди, двойка как-то отдельно стоит. Что там, я не пойму, этот Мордор, что ли? услышим сердцебиение ребенка, то это будет означать, что он это за- развивается за нормально. больница? И тогда я смогу поехать домой. Сердцебиение плода хороший. А, второй этаж. Гематомы тоже нет, жалобы Всё, у тебя всё, ладно, все прекратились, знают. поэтому можно выписываться. Рада? Очень. Очень. Когда мне дали первый раз там услышать сердцебиение малыша, у меня прям такие эмоции непередаваемые. И плакать охота, и радостно. Я выдохнула, что все прошло. Знал Чтобы меня забрать из больницы, Даня даже отпросился с работы. Потому И что он тебе. не работает. Спасибо. Как здоровье? Отлично. Как здоровье малыша? Тоже все хорошо. Да? Да. Пахнет вкусно. Дорогой. После госпитализации живот больше не болит, но иногда я чувствую слабость и сонливость, поэтому в колледж пока не хожу. Чаще гуляю, дышу свежим воздухом. Нервничать мне нельзя, но с моими Вы родителями... мне объясните одну вещь. А что мешает вот девочкам и мальчикам в таком возрасте просто, нравитесь вы друг другу, вам все нравится, все хорошо. Почему нельзя просто пожить вместе? Просто пожить под одной крышей? Лех, хорошего стрима. Леся пишет. Я под стрим спать буду. Доброй ночи. Доброй ночи. Тихо. Давай, Лесь, добрый. Все нормально. это не получается. Данилу скажи, пусть забудет мой номер телефона. Не забудет, Не забудет. не забудет. Ну, поможем тогда забыть. Ну тебе он тоже поможет. А алименты-то что не платишь?
Че не платишь? Я тебе уже оплатил. Какие еще тебе алименты нужны? Ты мне не до конца выплатил. Слушай, ладно, давай, мне некогда. Мне очень А, ладно, все, давай, пока. приятно то, что Данил нагнал на моего отца, заступился. Я не стала рассказывать отцу о беременности, чтобы в ответ не услышать еще больше гадостей о Да себе не, всё и о правильно, моем конечно. малыше. Но маме все-таки рассказать нужно. Поехали. Тут такое дело. Какое? Я беременна. Обалдеть. Вы на самом деле, что ли? Да. Это пранк. Это шутка. Анекдот. Звонит как-то дочка матери и говорит, я беременна. Конец. И какой срок? 11-я пошла. А чего мы так все скрывали? Не хотела пока ничего говорить. Все равно бы оно потом выяснилось бы. И что в итоге будем делать? Что делать? Рожать. А Данил что как отреагировал? Ну, обрадовался. А Мама ты? Данила тоже, А они? дядя также. А? А я в последнюю очередь, дочь, вообще. Чё? Что такое? Я к тебе заеду. Зачем? Посмотрю, Ножки, как вы живете. ножки Чем надо обмыть. питаетесь, и как существуете на этом свете. Ну, конечно, шок для меня. Я сначала... Конечно, ну, тут попахивает, что третьим разом надо дочку посетить. Да, как говорится, 2 раза уже видела, надо и 3-й заехать. Да, следующий, можно, знаешь, когда заехать? На 10 лет их совместной жизни, а уже потом уже все. Там мы на похоронах все увидимся, что такого-то. Нормально. Наливай. Как-то непонятно. Это то ли мать, испуг, вот то это ли я радость. понимаю. Ну, рано, говорю. А что, даже не нормально. отучилась. Говорю, не надо, не стоит, не торопись. Да Ты же не знаешь, не-не-не-не. какой Данил. А почему ее мамой называют? Никто не знает, если она за 4 года 2 раза к дочке приехала, нет? Мамино мнение мне вообще все равно, потому что не было столько лет. Я сама разберусь, как мне Вообще жить. просто. У меня заканчивается первый триместр беременности. Чувствую я себя бодрее. Каждое утро начинаю с зарядки, О. так как в интернете прочитала, что упражнения полезны для беременной. Токсикоза у меня во время беременности нет. Чувствую себя хорошо. Ничего не беспокоит. Вечером Даня Прям даже предложил странно. рассказать о беременности своей крестной Алисе Игоревне. Я с ней знакома с тех Так, мальчики, ну-ка, разойдитесь-ка. Папка сейчас. Мой размер, мой фасон. Сюда просто. Еще и рыжая. Ух, бестия. Поехали. пор, когда она приходила проведывать Даню в детский дом. Ой, Ей хорошо. 37 лет, работает кассиром в банном комплексе. Лёля — это моя крестная мама. Она, ну, как вторая мама мне. Могу в любое время обратиться к ней. Я знаю, что она мне поможет, подскажет, как правильно сделать, как правильно поступить. Я переживал, то есть как сейчас отреагирует. Даже не знаем, как сказать тебе. Мы ждем ребенка. Я постарше люблю, ребят. Я люблю, чтоб туда, к 45 ближе. А чем старше изюм, тем он слаще. Так Максим Галкин говорил. Серьезно? Да. Знатный бабка. Вы уже в больницу ходили? Да. Это еще бестолковая, маленькая. Прикольно. А вы готовы к этой ответственности? Да, готовы. На мою помощь можете всегда рассчитывать. Думаю, а как вот, ну, ответственность такая, они вроде еще молодые такие будут совсем. проблемы, Опыта нету, мне не ничего звони. нету. Потихонечку будут учиться всему. Мы будем помогать, чем можем. Несмотря на то, что я получаю пособие, все равно этих денег не хватит, так как впереди предстоит много трат. Почти весь Данин заработок уходит на оплату квартиры. Раз токсикоза нет, я решила не сидеть дома. Мать моя женщина! Токсикоза нет. Спокойная девочка. Во время беременности пошла на работу. Я не понимаю, что, где подвох в этой серии? Что такое? И устроиться на работу. Даня Она первая, кто встала с дивана из всего 2-го сезона и пошла работать.
Женюсь. Предложил выйти к нему напарнице в пиццерию за 2000 рублей в смену. Там как раз освободилось 4 рубля на двоих в день, если что. А за месяц, ну там с выходными, с проходными, это уже рублей 80-90. место. А там еще 25 прилипает от этого. На собеседовании я не стала скрывать, что беременна, и мне пошли навстречу. Наличная карта. Хорошая. Ваш Чё чек, с можете этой- присаживаться, я с вам веревочкой? принесу. Ты что так общаешься с людьми? Как общаюсь? Ну так мило ходишь, хвостом своим виляешь здесь. Не мило, а вежливо А разговариваю. какая разница? Ты не забывай, ты ребенка ждешь вообще-то. И что? В смысле что? Я еще раз повторю, я не мило разговариваю, а вежливо А разговариваю, какая чтобы разница? они... Почему ты со мной так не Но я разговариваешь? не хочу с тобой разговаривать. Что ты не хочешь со мной Не разговаривать? хочу. Стой, давай поговорим, говорю. Что ты как ребенок уходишь? А мне Ой, бой. Здесь сюда, вы 4. Втроем, да. Двое на одного, да. Да, первый. Да. Махаться будем с тобой. 1 на 1. Ну ты что, дебил? от этого не нравится. Когда твоя девушка там стоит и крутит. Мне Ну ёпта, обмотай ее в черную тряпку тогда целиком, с ног до головы, вообще полностью, вообще все, замотай вот ее вот так вот в пакет в черный, чтобы она ничего не видела, ничего не слышала, все. И ходи с ней, я не знаю, за что ты ее, правда, держать будешь, но зато она ни с кем не будет общаться. Можно рот еще и заклеить скотчем, ну, чтобы наверняка. Да. Что за неуверенность такая в себе? Я не знаю, может быть, у меня такое отношение к жизни. Я ничего навязывать не хочу. Мое личное мнение, если без каких-то лишних движений кто-то посмотрел, даже просто вот посмотрел, там, на девушку, я не знаю, на жену, там, вот у меня по жизни вот так вот, всегда вот тут было. Типа, мне наоборот от этого приятно. Приятно, потому что обращают внимание, потому что она красивая. Другое это уже, давай познакомимся, Вася, смотри, за тебя колыба. Блять, вот, это другое. Смотреть кто запрещает. Так же, как и мужик. Че, на меня посмотрел? Ты че меня не хватает? Че, давай расстанемся, че, давай выбирай, она или я. Чего, блядь? Кого? Вы что, с ума сошли? Ребята, вы чё? Вы что? Наоборот, вместе обсудить там что-нибудь, перетереть там, чтоб не только как девушка, а еще и как друг был. Ну? Или наоборот там, да? Думайте головой-то. И девки тоже есть такие. Ты что, посмотрел на нее, да? Что, понравилось? Иди познакомься. Козел. это завело, я прям ходил, психовал. Я Завело. улыбаюсь, потому что это требование работы, и чтобы люди оставляли хороший отзыв, чаевые. А Данил это Всё воспринимает якобы, что я флиртую там. Меня это раздражает, потому что он не понимает то, что ну, так и должно быть, а не так, что он там Человек заказ напридумывает у работать, себя а в как голове. надо по-другому общаться? Эй, ты! Вот так, что ли? Последние недели были нервными. Сегодня у меня важный день, первый скрининг, на котором я могу узнать, есть ли патологии у плода. После да. госпитализации я волнуюсь, все ли хорошо с малышом и нет ли осложнений. У меня пару недель Прожать лайки. Да, вы не прожимаете никогда эти лайки, вот эти вот. YouTube и так умирает, а вы не прожимаете, ребят. Ну, смотрите, и то спасибо. Да не, ну если бы сейчас, конечно, бы прожали вот разом все. Взяли, знаешь, так. А давай вот именно на этом ролике возьмем и все прям как навалим. Как навалим лайков. назад была угроза выкидыша. Сейчас все хорошо? Да, на сегодня все в порядке. Послушаем сердцебиение. Все отлично. Да, говорит, лицехват отпал, Сейчас вот у скоро нас будете получился рожать. хороший снимок. Скоро вылезет. Я его сохраню, эту фотографию дам тебе, ладно? Хорошо. Я так счастлива, что с ребеночком все отлично. Жду, когда Даня придет с работы, чтобы показать ему снимок малыша. Картошечку Но вместо эту него в ноздря дверь хавает. позвонила мама. Я не верила, что она сдержит обещание и навестит меня. А что такой бардак у тебя на столе? Что она ест? Нормально. Что у нас в холодильнике творится? Есть чего покушать? Что, будешь что-нибудь готовить, нет? А почему посуда у тебя грязная? Там 2 тарелки стоит, показали.
Такой бардак. Стол у тебя липкий. Что за Встань тогда и иди домой к себе. вот такой этот? Могла бы выбросить. Наелась, сидела. Она тебя пошла встречать. Накушала только что. Пока ты ее не отвлекла. Стой. Ты выкину, не переживай. Давай что-нибудь кушать приготовь. Давай доставку сделаем. У тебя без пакета? Нет. А что Пиццу, именно? суши, что-нибудь. Я сейчас доставку сделаю. Что, бич-пакеты? Чего? Господи, спасибо, родной. Суши, фастфуды, да? А ты думаешь, это еда полезная, вот эти фастфуды там туда-сюда? Ладно, банан хоть съела. Вкусно. И приберись. Не, ну вот здесь мать, кстати, базу дала Это насчет не так, еды. то не Надо так. кушать нормально. Да вообще, какое она имеет право мне вообще что-то говорить? Она в моей жизни не участвовала вообще. Конечно, красиво жить не запретишь. Они постоянно заказывают еду. Я говорю, почему сама не можешь приготовить? И дешевле, и говорю, и нормально. Говорю, свое домашнее, чем... Сейчас я здесь такое скажу. Посылки из Китая, спасибо. Я сейчас здесь такое скажу. От чего точно у многих мужиков полыхнет, а девки сразу наклепают. Но я не против. Если девушка, в принципе, где-то либо на фулл-тайме, если диете, либо еще на чем-то, либо там занимаются люди, если она не готовит, либо готовит мало, не постоянно. Ну, допустим, приготовила там основа, да, там базу какого-нибудь борща, там, я не знаю, там кастрюлю, да, все остальное уже там где-то что-то можно заказать, но это при условии. Но подождите, если, и пацаны сейчас лайк поставят, кто со мной согласится, если девушка, так же как и мужчина, постоянно работает, либо она, короче, ну вот, прям занимается, у нее прям реально вот она прям вот вкалывает. Как-то так. Вот здесь вот, наверное, я это допускаю. Вот, кстати, ни разу никогда не спрашивал в комментариях, а вот, ну, вот я знаю, ребята есть, которые едят еду только из-под ножа. То есть они на следующий день не едят. Вы знаете, что есть такие? Я вам рассказывал. Я охренел, когда услышал. А? Вы знали, мужики, такую тему? И девчонки, вы знали? То есть ему надо прям вот готовить вот. То есть он потом, если это остыло, он не разогревает. Я узнал, я охренел, что такое есть. Я никогда не понимал, а подожди, а в чем проблема? Ну, налил в микроволновочку, поставил, погрел. Салатик себе настругал, там какой-нибудь огурчики, помидорчики, да, там. Где? Потом оно уже старое. Есть еще те, кто котлеты, пельмени, блины, только типа вот чтоб своими руками. Я вам серьезно говорю, им готовят. Как, блядь, как? Прикинь? Борщ на второй день вкуснее. А вот это база, кстати. Да, он настоится, он такой. Хороший. Представляешь? Интересный. Ну, Лев, ну вот. Видишь? Вот так вот. Короче, вы не представляете, сколько всего. Вот скажите, давайте такой вопрос для комментариев. Скажите, вот, ну сколько вот? Ну, 2 денечка. Вот приготовили, потом типа, ну это 3, да, получается. Приготовили, потом день и еще день. Вот если кастрюля с борщом стоит, ну что ты ее выльешь, что ли? А? Я так не могу. Покупное невкусно. Здесь я не говорил, что вкуснее, Анечка. То есть покупное или не покупное, ну, конечно, своими руками, но всегда вкуснее. Но я говорю за момент, когда, допустим, нет маленьких уже детей. То есть, вот, допустим, ну, условно, я не знаю, женщина там ушла, работает, я не знаю, там, в школу, в сад, там, раз всех раскидали, все, она так же, как мужчина, раз и ушла на весь день. И, допустим, там, в
в 6-7 вечера она пришла. Ну что, она к плите пойдет, вы погоните свою женщину при таком раскладе готовить еще? Ну, я имею в виду, чтобы она там еще там условно стояла, ну, сколько там, 2 там, да, часа, там, 1, 2, 5, 10. Наверное, 2 часа это я много сказал. Но все равно, ну, устаешь же. Помогу. Сам приготовлю. Вот. Что у нас мужчины какие... Вы говорите, девчонки, знаете, сколько у нас в чате, оказывается, мужчин? Надо приглядеться. Нет, иногда можно. Я не говорю, что всегда. Не, ну, конечно. Не, иногда прям хочется, чтобы там, там это, да, 1, 2, там все дела. Ну, я вот, допустим, я вам так скажу. Старшее поколение это 100%, да. Ну, сейчас просто есть кто вообще работает там по 8, по 9, по 10 часов в день. И там дорога, там, ну, конечно, тяжело, я все это тоже понять могу. Там. Ну, на выходных, с другой стороны, да, взял, приготовил кастрюлю борща, там, щей наварил. Почему бы и нет? С другой стороны, там, второе, ну, там, ту же самую, там, пюрешечку, макароны, гречку, там, рис. Ну, что, сложно делать? Тут такой очень тонкий... Тут такой тонкий вопрос, на самом деле, да? Тут вроде вот тяжело, а что тяжело? Раз, быстро. Пакеты сейчас с гречкой все в этом, да? Носки, не надо, носки стирать, машинки стиральные, не надо мне рассказывать. Вот. Вот этот заказ. Короче, тонкий вопрос, надо послушать будет, что в комментариях. Вон, Дима пишет, 13 лет в браке, 15 лет готовлю. Нормально. Вот эти бигмаки, там, я не знаю, суши-роллы там. Что? Ну, может быть, повар человек. Он живет только сегодняшним днем. Я очень надеюсь, что ты повар. Каждый раз общение с родителями заканчивается негативом. Я иногда думаю, что лучше, когда их нет в моей жизни. Но долго грустить не пришлось. С работы вернулся Даня. О визите мамы я рассказывать не стала, чтобы не портить настроение. Что это такое? Ой, вот это интересно, кстати. Ну, такие люди тоже есть. Алексей, у меня были некоторые неприятные моменты с отравлением еды, поэтому я ем исключительно свежеприготовленное, из-под ножа, так сказать. У меня отдельные повара в домах, и персонал ездит со мной. Ну, Лев, это, кстати, уважаемый человек, это... Да, там этот луч света опускается, да. Лев, я так, да, буду? Лев, ну, я так скажу, ну а почему нет? Почему нет? Если человек себе может это позволить, а почему нет? Я вот так скажу, я стал тоже к этому, знаете, относиться раньше, там, вот, там, что, там, себе, там, с ума сходит, и что? Что-то на богатом, ну, вот человек, допустим, ну, вот есть много денег, есть очень много денег, а есть прям до этого. Очень, короче, вот это, да, миллиарда, вот, или 100 тысяч миллионов, да. Ну, почему нет? Лухарь, да-да, вот, а почему нет? Ну, вот хочет он так. Ну, вот нравится. Ну и что? Ну и что? Это голова, это тело. Как понять, кто здесь кто? Мальчик или девочка? Как ты поймешь, еще срок маленький? Ну, смотри. Голова, тело, стопудово мальчик. Почему не девочка? Потому что я же мальчика жду. А я, может, девочку хочу. Хотеть много чего. Ну, вот он. Машет мне рукой. Хотеть много-много чего. Как назовем? А, у кого, ребят, свой личный повар, тоже плюс в чат поставьте там, чтобы я знал. Надо что-нибудь на «Д». Дмитрий, либо Демид. А девочку? Ну, наверное, Дарья. Тоже Дима. Или Демид. Яна. Почему Дарьяна? Ну, на «Д» и красивое имя. Но нам надо больше думать о мальчике. Почему на «Д»? Почему на «Д»? Почему? Откуда ты эту букву взял? Просто генерация? А, у всех, да? У всех, да? Ну я понял. У всех, смотри, всех в чате ставят. Смотри, ребят, у вас также, смотри. Смотри, говорю, ребят, у вас у всех личные повара, смотри.
Вот, пожалуйста. Вот. Ну, то есть, меня смотрят как бы одни олигархи, что ли, получается, да? А, он. Вот, пожалуйста, вот. О. О. Вот один минус. Вот один бедный смотрит, но ничего страшного. Вот одни, пожалуйста, вот одни олигархи. Вот. Маме привет, кто-то написал. Передам! Так, тихо, давайте дальше. Из-за работы я перестала ходить в колледж и много пропустила занятий, а совсем скоро сессия. Я боюсь завалить Мама считается? Смотря чья. экзамены, поэтому решила оформить академический отпуск. Сегодня в колледже была. Вот В ближайший она. год больше туда не собираюсь ходить. Почему? Академ взяла. Ничего себе, а причина какая? Я беременна. Ты Чё? Ну, в смысле? Нет, ты молодая еще, и Данил тоже. Ну, а как вы потянете ребенка вообще? Нормально, потянем. Работать будет. Работают люди. Понимаешь, бывает такое, что они работают. Да. Как ты работать будешь? У тебя же ребенок Руками и ногами. маленький на руках будет. Ну, пока-то есть время. А Данил сможет, думаешь, обеспечить вас троих на одной работе? Сможет, с колледжа тоже возьмет. Заочную, наверное. В первую очередь шок и осуждение, наверное. Потому что Осуждаю. для меня всегда была карьера важна, образование, а Аделя такая, я беременна. На мой взгляд, она перечеркнула всю свою жизнь, всю свою молодость и все. Просто, короче, у меня радостная новость. Какая? Я скоро буду папой. Да, серьезно? Да. Отметить надо как-нибудь. Отметить надо. В клуб можно будет съездить. Можно, погнали? Че, в какой клуб поедем? Без разницы, в любой. Че, сегодня-то вечером? Все, договорились. А чё, где Даня? Может, соберемся вместе, кофе попьем? Давай позвоним. Ты где? Я с пацанами в бар пошел. Пришли адрес? Данил пошел на работу и каким-то чудом оказался Поехали. в клубе. Даня очень любит выпить. Ну, там мимо Если просто. он пьет, то потом он не может остановиться. Меня это раздражает очень. Опа. Ты так работаешь? Нет, я так отдыхаю. Ты где должен был быть С после бланшем работы? под глазом. Почему? На этом месте сидишь. Угу. Тебя кто-то здесь ждал, что ли? Да, вот. Да, конечно. Мои друзья. Друзья твои. Ты сколько уже выпил? Ты сиди, молчи, я не с тобой разговариваю. А ты спокойно разговариваешь? Я не хочу с тобой спокойно В смысле, разговаривать, не ты потому хочешь что не спокойно? понимаешь Чё? вообще. Аделя, Да ладно, мы же недолго, вот час Вещи, посидим иди буквально. домой. Не в твоем Чё? положении сейчас А ещё Ой, чё? боже, это не волнует А еще что? почему-то. А еще что? Вещи собирай и пошли домой. Ага, свободно. Да, конечно. Свободно ты Нет, говоришь? вещи собирай. Ага, я сказал, я никуда не пойду. Все, успокойся. Пока не Когда с готовы, нами я еще никуда не пойду. увидится Потому здесь. что вообще домой. И ни один не может этому потлатому сказать: слышь, придурок, иди встань, спокойно он там пообщайтесь, решите все вопросы, и либо ты останешься, либо ты пойдешь. Не надо здесь позориться. Ну нет. Братан, давай, ебать! Домой не Ну и возвращайся. хорошо, я не приду. Ну вот и все. Нужна ты мне. Алло. Тоже больно не нужна. Давай свободно. Ладно, родной. У Аделины есть большой минус. Она пилит мне мозги. Говорит, давай Звони. сиди со мной, будь дома, уделяй мне внимание. Чувак, нет, ты просто сказал, что ты на работу идешь. Ну я же молодой пацан, мне охота погулять с друзьями. Раздражает Даниле то, что вот он маме, когда говорит, типа, хватит пить. Но при этом он про себя вообще ничего не говорит. Когда я говорю, ты на себя посмотри, ты тоже пьешь. Но я же пью не так, как она. Даня вернулся домой поздно вечером, как я и ожидала, пьяным. Че пришел? Мог бы дальше идти гулять, пить. Ну вот не захотел, сейчас захотел домой прийти. А Какая тебе разница, гуляю я или пью? Большая разница. Хочу с друзьями побыть. И с тобой тоже будет момент, когда я с тобой буду. Ты хочешь сказать, я с тобой не сижу, что ли? Что-то тебе не нравится? Иди отсюда. Ты на меня гонор можешь не повышать? Че пришел? Ты можешь успокоиться? Блины, ты чё, потлатый? Блины улетели, ты чё делаешь? На, спокойной ночи. Нет, свалил отсюда. Ты этот фокусник, что ли? Херовый у тебя фокус. Поели, блядь, блинчики. Я в детстве насмотрелась на Конченый. пьяных. Мне не хочется, чтобы наш ребенок вот видел вот это вот все, вот алкоголь, отца своего, ну Блин, то и есть жалко. Данила пьяного. Вообще не хочу, чтобы вот это вот все было.
Я боюсь Ну, вообще вам лайфхак, девушки. С пьяными мужиками вообще никогда не разговаривайте. Ни о чем. Не ссорьтесь, ничего вообще. Все, пусть, что он пришел, что он хотел? Я хочу, ну все, хоти. Можно я покушаю, все, иди, пойдем, мой хороший, пойдем, я тебя уложу. Пойдем, давай. На следующий день уже поехали, когда проспится. Когда пьян, не надо, не допускайте этих ошибок, мои хорошие, не надо. пьяного и Ссор из избы не выносит, вот. агрессивного Даню. Не хочу с ним оставаться в квартире. В общежитии меня уже не пустят из-за академа. Семью дяди Вадима стеснять не хочу. Поэтому Мамки. мне ничего не остается, как вызвать такси и поехать к маме. Данил, как свинья, меня с ног до головы. И вот. Но если сейчас мать, которая столько лет бухала и бухает, начнет Даниле говорить за алкоголь. Беременность так мой отмечал. Я говорила, надо было сначала пожить для себя, потом только дети. Поторопились. Я у тебя пожила на пару дней, вообще не хочу его видеть. Хорошо. А ты как ты собираешься дальше жить? Магазин иди Если с он будет так себя Баганагари. вести? Уйду, не буду его терпеть. Как ты будешь Догадайся, куда она уйдет. сама своего ребенка воспитывать? Просто надо закончить учебу. Да Давай еще раз накину. Догадайся, кто его еще будет воспитывать. И я академ вообще взяла. А зачем академ ты взяла? Ну а как я беременной буду ходить в колледж? Я вообще не хочу, в принципе, туда ходить. Да учиться надо все равно. Пока не хочу. Так тоже не бывает. Ты могла и заочно попробовать. Не хочу. Поехали. Не, что ты В больно нехочухию несерьезно поедешь. относишься к Будешь, жизни. главное, нехочухой. Потому что ребенка-то надо поднимать будет. И что-то как-то здание все решать. Она просто живет сегодняшним днем. Она не думает, что будет завтра, послезавтра. У нее есть такая вот черта такая вот нехорошая. О. Стакан новый купил. Ты чё, где? Какая разница? В смысле, какая разница? Ты дома не ночевал. Ты видел мне, как ты себя вел? Как я себя вел? Я не помню ничего. Вел себя как свинья. Мне не нравится то, что ты пьешь вообще. Хватит завязывать, идем домой уже. Нет, давай. Че лежим? Чего? А чё? Чего? Давай хоть немножко приберись, хоть пыль протери везде. По дому помогать тоже надо, а не просто лежать на диване. Попозже. Семейная жизнь вот так у тебя и будет. Готовка, стирка, уборка. Еще и ребенок будет. И чё? Тоже надо будет смотреть. То есть ты не сможешь так на диване лежать. Да подмету. Так что давай бери совок и веник. Совок. Конфликтов у нас не возникает. Нет, И она веник. просто все выслушает, но молча. Она ничего не говорит. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Я, если что, к полам, я вам вот просто скажу. Я к полам вообще не притрагиваюсь. Вообще. Вот я без шуток говорю. У меня, при том, что я люблю чистоту везде, то есть чтобы все чистенько было, аккуратненько, вот. Я к полам не притрагиваюсь. Вы скажете, что, Алексей, наверное, да, там 150 у вас там этих клинингов, да? Нет. Я себе взял в этой студии, помните, обзор на студию смотрели? На канале лежит. Новая студия Hardplau. Да, видите? Увидите. Я себе положил кварц-винил. Пол. Знаешь, для чего положил? Знаешь, что? Знаешь, чего? Правильно. Я себе купил моющий пылесосик по акции. Да. И теперь прям нажимаю, он мне говорит, кожаный я мыть не буду. Я говорю, я тебе сейчас... И он поехал. Вот он, когда все проезжает вместе с этим, как его, коридором, с этим, со складом, он все везде моет вообще, вот, каждый угол, он все промывает, он еще там каких-то режимов есть, влажные, супер влажные, какая-то там ультра там мойка пола, блядь, система нет такой системы, ладно, я шучу. Вот, короче, там вот настроить можно, каждый вот там настроить миллион. И что вы думаете? Да, вот, пожалуйста. Заправил этот контейнер, тряпочку помыл, все, и ушел. Все, каждый раз из студии ухожу пальчиком, пылесосик, он у меня, я пока до дома дошел, он мне пишет, знаете, как мне пишет? Мой хозяин, я помыл пол. Мой хозяин, это у меня так все девайсы называется. Скромно, со вкусом, да. Я просто люблю, когда вот это вот отношение, поняли, когда, да, Джанго. Да, ну, после Твича, ребят, сами понимаете, да. Вот, и, в общем,
вот это. Да. Как пылесосик называется? Блядь, ты меня спросил. Как пылесосик. Сейчас, подожди. Роборок какой-то. Роборок. О, Роборок S7. Ну, сейчас уже новые есть. Это у меня уже старенький. Там уже старенький. Ну, я его берегу. Зарядку там, знаешь, как где... Я, короче, когда дом снимал, он мне 2 этажа мыл. И у него еще, по-моему, 7 или 8%. Короче, он 200 квадратов, по-моему, промывал. И он реально моет. Не растирает. Девчонки сейчас скажете, ну я сама лучше помою. Да, помоешь ты, да. Знаю я тебя. Вот, он именно промывает. Промывает чисто. Вот когда, знаешь, вот прям чисто-чисто. Да, ну там я жидкость вот эту, как она, для пола-то заливаю. Как оно это называется? Девчонки в чате. Где Леся? Здесь нет. Как она называется? Жидкость-то вот эта вот. Пропер, чи не пропер, как она? Да, там раз заливаю, все просто, да. Тряпочку намыл, почистил, просто ее вот так вытаскиваю. Раз под кранчиком, под тепленькой водичкой. Все, год эта тряпка. И хоть бы хны. Да, я все мою, мне такой этот. Я люблю, когда все чисто это так опрятно. Да, и пыль убирает, все убирает. Да? Не знаю, мне понравился. Вообще беременна. Ну, беременная, не больная. Двигаться надо все равно. А вот когда у меня вот такое было покрытие, там вообще у меня был дешевенький пылесосик, он до сих пор где-то есть. Он что-то 1012, что ли, стоил. Они еще дешевле есть сейчас. Вот, короче, есть прям совсем дешевый, и вот у них есть вот именно по мощности, их надо мощный надо брать. Все вот экономят, вы главное возьмите мощный, чтобы он всасывал нормально, как бывшие, да, там, засасывал. Это ничего хорошего не приведет. Как вот ты в дальнейшем будешь жить, я не знаю. Чтоб нормально. Поднимал весь сок. Нормально, все у него нормально. Кот сгрыз пылесос, нифига себе. Не, ну Лев, Даня названивает мне моется. несколько дней, но я не беру трубку. Я написала ему, что со мной все хорошо, желания общаться с ним нет. Мы, короче, поругались. Она ушла из дома, я сейчас вообще не знаю, где она, с кем она, что она. А ты вообще, понимаешь, что она на таком сроке, и ей нужно, чтобы ты рядом был, а ты с друзьями пьешь, гуляешь. Я понимаю, но мне с друзьями тоже охота погулять. Можно увидеться, там, я не знаю, посидеть недолго и приехать домой к беременной женщине своей. Так мы и недолго Просто сидели. ты, получается, что друзей ставишь на первое место. У тебя в приоритете сейчас должна быть твоя девушка. Ждется ребенка. Ты ответственность должен нести, а не заставлять ее нервничать. Она переживает. У нее гормоны сейчас. Я не знаю, это как-то несерьезно с твоей стороны, Даня. Но надо быть поответственнее и все внимание в семью. Оба выпущены с детского дома и должны уже на опыте все внимание ребенку. Говорится. Я не знаю, простить мне Даню или Какой нет. Хагрид? Мама вместо поддержки Дурак. и советов читает нотации. Надеюсь, что дядя подскажет, как поступить. Данил пец. Агрессивный очень. Не соображает вообще. Знаешь, чего хочу? Знаешь, чего хочу? Торт. Знаешь, какой? Я тебе сейчас скажу. Медовик. Но я вот знаю, где вкусный медовик всего в 2 местах. Это просто пипец. Не знаю, я вообще сладкое не очень. Я так, к сладкому не особо хочу. Есть, короче, вот прям вот медовик, вот как вот прям в школе и как в институте. Прям вот. И он туда, да, как в топочку заходит. Прям захотелось что-то. Не знаю. Ситуация, конечно, не очень. Но постарайся как-то сдержаться. Будь помудрее. Я, конечно, понимаю, тут тоже у нас этот огонь. Постарайся, потому что вам еще растить ребенка. Ну, тоже молчать я не хочу. Очень мне А приятно. вы верите вот в эти знаки зодиака? Скорпион, там вот это то, что там один такой характер, другой такой. Да, я не знаю, я вот скорпион. Ангелиночка, солнышко, давай, добрый. Я скорпион, не знаю, как ты это, да? Клинский тут, естественно. Я не знаю, я как-то это. Никто не верит. А девочки сразу пишут, да, верят. Не знаю.
По тебе и видно. Что по мне видно? Ты чистый скорпион. Да что, в смысле? Чего? Где я? Я же нормальный. Я добрый. Я не злопамятный. Хороший. Чего? Бабская тема, вот эти гороскопы. Во! Это правильно. Это правильно. Это просто, что ли? ну, понятно, что неприятно слушать. Ему тоже просто надо как-то донести это аккуратно, но не по пьяни, когда он приходит, а по трезвости. Жизнь состоит из множества мелочей и жизненных ситуаций. И там начали, этот знак этому подходит, этот не подходит. Я говорю, кого, блядь? Какая бы проблема она ни была большая, она вся решается, какая бы она ни была. Поэтому тебе нужно сделать что? Постараться немножко как-то поубавить газки. Не горцуй. Они еще молодые, поэтому, я думаю, надо в первую очередь поговорить между собой. Это все уладить между собой, потому что если даже сейчас влезать, можно что-то как-то Родственники умнее, чем все возможные и невозможные за все сезоны. Я решила, пусть Даня еще помучается, а я побуду у мамы. Но когда вернулась, то увидела знакомую с детства картину. Ну, чего опять? Опять Давай наливай, поговорим. начинается. Что начинается? Я от Данила сюда пришла, чтобы дальше сидеть смотреть на это. Ну, я же нормально в адекватном состоянии. Ну, это пока. Все нормально, ты будешь меня учить еще? После 3-го литра только, говорит, начнется. Сейчас пока рано. Не фильтрованное, да, там было? Я просто не Я увидел. тебя не учу, я тебе что ты просто делаешь-то? я тебе просто говорю, опять начинается. Ничего не начинается. Угу. Все, как обычно. вопросы закончились? Нет, не закончились. Хватит пить уже. Это, ну, это моя жизнь. Угу. Я только Алкоголь, говорит, это целый мир. Ох, бля. что вот ушла от Данила пьяного, прихожу, и тут мама то же самое делает, что и Данил. Сегодня у меня рабочий Я вот думаю, вот меня бы больше, вот интересно, вот много девочек бы подписалось, если бы я, знаешь чего, Лех, заметь, я не девочка, я мальчик, это кликуха Леся. Мне вообще, девочка ты или мальчик, я в чате вижу Лесуа, все, Леся. Ну какая разница, девочка, мальчик, Леся и Леся, все. Вот, короче, к чему я веду? Девчонки, да подожди ты, Максим, не хватит хохотать сидеть. Девчонки, а вот если бы я вот там всякие тортики начал готовить, а? Я бы себе фартук выбрал. О. И торт. Представляешь, если бы меня вот в кулинарию мне... Ой, бля, мы бы с вами такие баночки, такие огурчики бы закатывали. О! Ой, бля, помидорчики, вот это черемша, вот это, уф. Да? Согласись? О, вот эта рубрика бы отстрельнула. Да? Тепличку свою высадил. Девочки, сегодня поливаем наши огурцы. О, я знаю, чем у меня закончится карьера. 100%, да. день, и там придется встретиться с Даней. Разговора все равно не избежать. Мне не нравится то, что ты пьешь. Я не пил, я отдыхал с друзьями. Но это другое, согласен. Отдыхать и пить — это разные вещи. Не разные вещи. Ты когда отдыхаешь, у тебя постоянно присутствует алкоголь в твоем отдыхе. А может быть такого, чтобы он не присутствовал? Не может быть. Ну все. Я хочу, отдыхаю, хочу, не отдыхаю. иди, Ты куда пошла? Давай отдыхай. поговорим. Не хочу. Слышишь, нет, мы не решили же. Давай Я поговорим. решила, я не хочу с тобой разговаривать. Что ты решила? Я не хочу с тобой разговаривать. Все, можешь отойти? Я не могу отойти. Какой он вообще душный, вообще максимально. Давай поговорим. С одной стороны, я вижу, что Даня переживает, а с другой, я очень обижена. Мне хочется, чтобы он стал ответственнее, ведь он скоро станет отцом. Но как это ему объяснить? Ну, вам в любом случае помириться надо. Ну, как бы тяжело не было, в любом случае, ты беременна от него, он отец твоего ребенка, и в любом случае вам нужно какой-нибудь компромисс найти. У меня эта серия вызывает небольшое недоумение. Родители адекватные, плюс-минус, там, да, чуть-чуть там, побухивают, но это понятно. Подруги адекватные. Что происходит? И помириться, потому что по-другому никак. Все слишком адекватные. Ладно. Короче, я услышала тебя. Здравострый дошик лайк. Стой, куда пошла? Давай поговорим. Поехали домой, хватит уже. Зачем ты себя так ведешь, как ребенок? Чем мы друг друга всю жизнь бегать будем, что ли? Я не хочу, чтобы ты пел, потому что ты видел свою маму, я видела свою маму.
Ну и что? Я тебе говорю, я не пью так, как они. Я бывает, да, отдыхаю с друзьями. Куда ты сейчас пойдешь? Не знаю. Успокойся, все, давай домой приедем, дома все обсудим. Как взрослые люди, не как дети. Сейчас здесь А вот теперь советы от меня, ладно. Перед советом задам вопрос. Как тема для размышления, так вбросить. Скажите мне, а что мешает отдыхать тоже вместе? И вот пока вы сейчас задумались, я вам отвечу сразу же на этот вопрос. Знаете, что мешает? Что многие пары, они любят там друг друга, все классно, все здорово, и вы такие замечательные, и все у вас хорошо, но вы не друзья. Вы друг для друга, вы пара. Любовь всей вашей жизни, кто только есть. Но друзьями вы не являетесь. А знаете почему? Потому что каждый начинает душить. Ты что смотришь? А что это? А что то? А что то? И к друзьям, к подругам, друзьям уходят, чтобы вот от всей вот этой вот блевотины отдохнуть. Задумайтесь на эту тему. Может быть, многим спасет это отношение. Понимаете? Даже вместе пойти, но только не душить друг друга, а вместе, как друзья, посидеть. Вы же когда-то знакомились. Вы же когда-то вам нравилось так общаться. Слушайте, может мне каким-нибудь этим семейным психологом стать? А? Это база за базу. Нет, если у вас нет секретов друг от друга, если у вас все открыто, телефон никто не прячет, вы разговариваете на любые темы, что хотите обсуждаете, вот все вот, тогда как бы вы и относиться друг к другу по-другому будете, нет? Мамологом надо было стать, я уже думал на эту тему. стоять, орать. А если бабуля с 8 размером? 82 года, сказала, ну-ка, сынок, зацени. Я постараюсь больше тебя не расстраивать, ну, пойми, что мальчики тоже хотят с мальчиками отдыхать. А потом говорит, да нету, Алексей, молока в сисях старушачьих. Осуждаю. Все, успокойся, пойдем домой, дома все обсудим. Когда Данил просит прощения там, за Прекрати. пьянки, за гулянки свои, я его так быстро прощаю, но при этом я ему там Нифига себе быстро, она его несколько дней морозила. что-то говорю. А зачем ты так сделал? А зачем ты сяк сделал? И он такой сразу, ну все, ну мы же проехали, ну хватит, типа. Вот если бы не пил, вообще бы цены бы ему не было. Цены бы не было. То, что не смотри, не кричи, не общайся, это, Мы с конечно, Даней да. помирились. Он старается быть внимательным и даже бегает в магазин за вкусняшками. Скоро мы узнаем пол малыша и хотим устроить гендер-пати, куда позовем всех родственников и друзей. Ёб Чтобы твою хватило мать. денег на организацию вечеринки, я еще продолжаю работать. Девушка, а можете у меня протереть? Может, у меня также протерешь? А можно познакомиться? Что я не пойму за подпивас? Можно салфетку, пожалуйста? Подстань, возьми. А что ты так разговариваешь? Ты здесь работаешь? Да. Ну, ты можешь, обслужить человека? Ну, я же не официант, А кто? я кассир. Так и иди заказ. Чего ты смотришь на меня? А что, нельзя, что ли? Нельзя. Ну, пойдем выйдем поговорим. Давай выйдем. Пошли. О! Пошли, рейтинги, сейчас шкалу выбит. Поехали. Только давай без камер. Вот эти камеры зачем здесь? Ты что, дебил? Ты что, в образ вошел? Ты же актер. А ты чего, родной? А меня бесит то, что Данил ревнует, хотя я поводов не даю. И вообще меня его агрессия и вспыльчивость очень сильно пугает. Чё? Я хочу, чтобы меня... Давай без камер. На каком расстоянии сейчас оператор стоит, скажите? Сколько? Полметра? 10 сантиметров? обслужила девушка. Ты должна обслуживать. Потому что она здесь работает. Ты спрашиваю, она должна Потому тебя что обслуживать. И работает она И здесь. что? И то,
И то... На голос не повышай. А ты на меня не повышай, Я с тобой понял? спокойно Ты на меня разговариваю, нормально я тебе смотри, говорю. понял? Это твоя девушка? Моя девушка. Она твоя девушка. Потому что... Может, я с ней познакомиться хочу? А еще больше ничего ты не хочешь? Хочу, может, познакомиться. Что ли? Ты что ты как делаешь? Ты бьешь? Я не могу, у меня внутри все кипит. Я просто чувствую. Алло? Алло, это телевидение? Приезжайте. А лучше, говорит, прилетайте. У нас тут волшебник в голубом, блядь, вертолете. Все, я не смогу вывести разговор. Я ему бам-бам и все. Ну, это аргумент родной, да. 21 век шел. Не могу, я, говорит, не могу вывести разговор, я ему бам-бам и все. А он тебе и все. И все закончится. Че? Зачем так сделал? Как? Зачем ты его ударил? В смысле? Он не только меня оскорбил, он еще и на тебя смотрел. Он тебе еще что-то говорил? Знаете, что самое забавное? Знаете, что самое забавное? Вообще разрывное. Знаете, как бы это все могло закончиться? Скорее всего. Если бы она не молчала и просто бы сказала: молодой человек, я здесь с парнем работаю. Извините, я занята. Общение какое-то близкое. Мне неинтересно, я счастлив. Вас обслужить? Что вы хотели? Там то-то, то-то. Хорошо. Все. Конец. Все. И не надо было бы драться, не надо было бы никакие аргументы. Он гость. И что? Ты ведешь себя как подросток, у тебя ребенок скоро родится. Тебе проблемы какие-то нужны? Успокойся уже, хватит, перестань. Понимаешь, Ты что сама я- успокойся. Ты нормальный вообще? Я нормальный. Ты ненормальный. Вот он ненормальный. Все, я тебе говорю, успокойся. В смысле успокойся? Как я Всё. не могу успокоиться? Да, успокойся. Я беременна, мне нельзя волноваться. Ты хочешь, чтобы что-то случилось с нашим малышом? Нет. Посмотри на меня. Я даю тебе повод, чтобы ты меня ревновал? Нет. Ну вот, а что тогда? Ну так получилось. Больше не будешь? Увольнение, конечно, это 100%. Постараюсь. Не постарайся, обещай. Обещаю, больше так не буду. Ты меня простишь? Мир? Он постоянно извиняется. Мир. Ну так доиграешься, с работы вообще выгонят и все. Да хер с ним с работы, его в тюрьму посадят. Он щелкнет ненароком. В висок попадет пацану. Тот упадет головушкой об бордюр. Остренький ударится. И все. И дальше. Ты своего этого закадычного увидишь лет через несколько. В лучшем случае. Да. И потом не факт, что он вообще про тебя вспомнит. И про тебя, и про ребенка. Вот за что беспокойтесь, бестолковые. Да все нормально, все нормально. Я простила Данила, но надеюсь, такого больше не повторится. После Конечно, не драки в повторится. пиццерии Когда Даня такое? заглаживает вину, заботится. Обо мне, помогает по дому. А сегодня даже отпросился с работы и впервые решился пойти со мной в кабинет УЗИ на второй скрининг. Вот смотрите, пожалуйста. Папе тоже интересно. Видите, какой у вас уже малыш большой. Все, мы здесь уже отлично видим. Голова, ручки, ножки. Ручки, ножки, огуречек. Сцепление хорошее, слышно? Да. Сцепление хорошее. Будем узнавать пол ребенка? Нет, мы не будем, мы же гендер-пати хотели. Дебил. Хотели гендер-пати организовать? Хорошо, тогда я сейчас определю пол, напишу на бумажку, а вы уже передадите вашим организаторам или друзьям, кто будет заниматься, ладно? Гендер-пати. Я не осознавал. То есть я слышал как будто просто звук компьютера. То есть там бам-бам-бам, вот такой звук. То есть пока я вживую не услышу, я не пойму.
После скрининга я решила встретиться с Гулей, чтобы передать ей конверт с полом ребенка. Она займется организацией вечеринки. Ты не смотрела? Нет, на гендер-пати узнаем. Вот сама кого хочешь? Хочу мальчика первого. Я всегда хотела 2 детей, ну, типа, мальчик первый, девочка вторая, типа, как старший брат. Бам-бам, и чтобы у все. тебя девочка была. Почему? Как будто, ну, точная копия тебя, чтобы была. Нет, я больше за мальчика. С девочки надо и то, и это. А мальчиком что? Я не пойму, это выпуск для фуд-фетишистов, что ли? Ничего. Что происходит? Практически. Почему так многие часто Пока показывают? Гуля подготавливает праздник и собирает друзей, мне нужно сообщить родственникам. Мы пригласили Данину маму, Хард-пати. его крестную Поехали. и дядю Вадима. Осталась моя мама. С того дня, как я ушла от нее, мы не общались. Как дела? Нормально. Как у себя? Наливай. Нормально. Вот сегодня на 2-м скрининге была. Что сказали? Да, что все нормально. И гендер-пати будем делать. Я тебя тоже зову. Я тебе, если что, адрес скину. Хорошо, окей. 5-литровка с тебя нефильтрованного. Поехали. Сухарики с меня. Сегодня мы узнаем, мальчик у нас или девочка. А потом прыгают с этими, с хвостами в жопе и с ушками на башке. Вот, пожалуйста. Гуля помогла организовать праздник, Даня оплатил кафе. Мы собрали наших друзей и родных. Кто это, я не пойму. Что это такое? Что это за люди? Кто ты, воин? Друзей и родных. Жаль, что крестная Даня не приедет, она заболела. Волнуюсь, как пройдет праздник, ведь мама с дядей не общаются уже очень давно. Последний раз я свою сестру видел лет 5 назад, и связаться она со мной как бы ни разу за это время не связалась. Но я не подам виду огорчения моей племянницы, потому что какие бы ни были родители, они все-таки родители. Я за мальчика, вот. Я вот думаю, что мальчик будет. Мальчик или девочка? Мальчик. А если девочка? Мальчик! Как вы, блядь, это поняли? Как? Как? Что? В чем смысл? Что делают школьники здесь? Чай пьют, на чаепитие пришли. Изначально хотел мальчик. Как здесь они поняли? Корона, что, девочка не в короне не может? Корона мужская, корона женская есть. Мальчика. Там я отдам его куда-нибудь там. На футбол, там, на бокс, еще куда-то. Очень рад, у меня внутри прям все кипело, когда я его Прям всадить кому не захотелось. знал, что будет мальчик. Надо отметить. Друзья поехали тусить дальше, а мы с Даней остались с родителями. Данил, здесь такой разговор произошел. Я вот узнал от Аделины. Как вообще у тебя насчет алкоголя? Ну, бывает момент, когда я хочу тоже с друзьями погулять, выпить, пока есть возможность. Я ее на задний план не ставлю никогда. Если не считать пацана, то сейчас в кадре находится один нормальный мужик, один бывший хроник, второй нынешний хроник, который каждый день у него... Да, 2 дня за 4 года видела дочку. Ну давайте, посчитайте нотации. Все, кроме мужика. Давайте, поехали. Просто она тоже допускает такие моменты, когда 37. она начинает ругать. Ну, вы друг другу стоите, я просто это могу так сказать. За алкоголь надо Сейчас наставление. обижать нельзя, ругаться на нее нельзя. И чего сейчас все против меня пошли? Почему против тебя? Ну, вот так. Потому что они женщины, идиот. Они, у них свой, понимаешь, своя эта секта бабская. Это называется солидарность, запомни. Я не Ты против просто тебя, я не слушай. против Вы сейчас все на Андрей. меня нагнетаете. Нет, ты просто слушай. Почему и вы меня сейчас всё. крайним делаете? Данил, помнишь вот эту ситуацию, что с Аделиной произошло? Почему она попала в детский дом? А из-за кого она попала? Сейчас вот, серьезно. Из-за тебя? Ты самая конченая вообще, кого я видел.
Почему из-за меня? А из-за кого же еще? Почему ты меня вот взял и увез? Ну, хорошо. А что произошло? Почему я забрал у тебя Аделину? Гендер-пати, кстати, ребят, напоминаю. Не знаю, зачем ты нас искал. Переворачивай стол. Хотя ты знал номер телефона. Мог и позвонить, по сути. В каком состоянии ты была? Ну, естественно, нормально. Ты даже не представляешь, что произошло там вообще. Не хочу я разговаривать, короче. Аргументы закончились. Вот мы с ним встретились за столько времени, за столько лет. Просто охота было поддержки со стороны, с его стороны. А получилось, как всегда. Какой нахер поддержки? Алкашей поддерживать? Тех, кто бухает? Серьезно? Просто так. И другим нервы трепят. И себе нервы трепят. И жизнь они не живут нормально. Они ее проживают, эту жизнь. Это просто... Еще какие-то что-то пытаются сказать. То, что дайте мне поддержка нужна. Иди ты нахер со своей поддержкой. Почему на тебя люди, которые нормально хотят жить, должны тратить самое свое ценное? На вас, на алкашей. Должны тратить что? Что самое ценное в жизни? Время свое. Человек приехал, понервничал на тебя, идиотку посмотрел. Он потратил свои нервы. У него раз минус там недели из жизни. Раз время она приехала, опять же потратил. Нахер вас. Да, живите думала, как может хотите, быть, но другим не изменится, мешайте оказывается, жить. Изменить-то нельзя, и не получается. Нельзя и не получится. измените. К вам Не отношение приезжала всегда столько лет. только одно. Я жила в свое удовольствие. Забыла про дочь. А почему нельзя было приехать домой? Я не мог иначе поступить. Это сделал бы любой человек. В виде, когда мотается мать рваными все вот эти галошек, там, где только я ее не находил. Я просто не хочу думать, что бы произошло бы. Может, попробуйте с мамой наладить отношения? Ну, я как бы не против, но она сама не хочет идти на разговор. Мне бы хотелось, чтобы мама с дядей помирились, чтобы все было хорошо так, как раньше было. После вечеринки я отправилась провожать дядю Вадима, а Даня свою маму. Я вернулась домой, его еще нет, телефон не берет. Подождав до полуночи, я пошла его искать. Вдруг что-то случилось. Взяли в полицию заявление. Я так устал. О. Так жить. Так, вернуть бы все назад. Не работаешь, лежишь до обеда, отдыхаешь, кайфуешь. Не жизнь, а сказка, пацаны. С пацанами, когда хочешь, гуляешь. А сейчас, чтобы выйти с пацанами погулять, ты должен спросить, а можно ли мне с пацанами погулять? Так что, пацаны, вы сначала 3 раза подумайте, 1 раз делайте. А ты что тут делаешь? Сидим, Ты время видел? но уже поздно. Я уже дом побывала, тебя хожу везде ищу. Пошли домой. Не хочу, я с пацанами хочу посидеть. Ты каждый раз с ними сидишь. И чё? Уж домой пошли. Так я сам приду. Может, а вообще не приходить. Ты чё, я попутал, что ли? Такой он. Вообще просто потау. Стой. Что ты начинаешь? Да потому что сколько раз тебе говорила, хватит гулять со своими друзьями и пить. Ты же тоже с друзьями хочешь своими идти, слова не говорю. Я пью, Какая разница? большая Да не, никакой. разница. Можешь дальше сидеть, дальше продолжать. Давай, пить. вали. Я не люблю пьяных людей, потому что они просто как стадо баранов. Я ненавижу, когда он пьет, просто вообще ненавижу. Только что на гендер-пати дядя поднимал тему алкоголя. И Даня тут же идет и снова Он пьет. решил отметить как это так дело, можно? чё? Праздник испорчен. Что, ну отметить надо. После пьянки Дани я с ним до сих пор не разговариваю. Хорошо, что он идет сегодня в колледж и не будет попадаться мне на глаза на работе. В перерыве ко мне забежала Гуля в пиццерию, но про Данину выходку мне рассказывать ей стыдно. А чё, где Даня вообще? Да, какие-то вопросы там по учебе закрывают. В колледже? Да. А ты что сама думаешь? Будешь В дальше? колледже! В колледже, блядь! Ты чё сюда приходишь? Ты чё спрашиваешь? Чё ты лезешь в их семью, в их отношения? Совет хочешь дать? Совет вот, можешь взять его, так тут сделать. Что надоели уже. В колледже? Где твой? А чё твой? Ах, сука. У самих вот зачастую вот таких тут вообще личной жизни нет. Нет личной жизни, они, блядь, они везде лезут, тут, блядь, суют свое, это хайло это. Дальше вот после академии учиться, доучиваться. Ой. И везде советы, сука, везде советы. Вот, блядь, вот на каждую вот шаг, девочки, как только вы пустили с вашим мужчиной
отношения вот этих вот мразей, сразу все у вас нахер разлетится. Вообще вдрызг. Они это сделают максимально красиво. Максимально, понимаешь? Вот эти вот, блядь, вот эти... Да, я тебе... А где? А ты знаешь... Пошла на дрочка. Алло? Так, ладно, я домой. Да, а ты там... Давай, ебать! Да, на следующий день раз, ну что там, как у вас? Да там поругались. Она. Ой, да, я тебе сразу хотел сказать, да, козел. Вообще, мне сразу не понравился, да. Не знаю, нет, наверное. Не хочу. Нет? Не хочешь образование получать все-таки? Пока нет. У тебя живот уже достаточно такой большой, да, и срок не маленький. Ты собираешься увольняться, нет? Тебе не тяжело работать? Не тяжело, конечно, но деньги-то еще нужны. А Данил что? Он как бы должен уже увеличить свой доход, чтобы обеспечивать тебя полностью. Наболевшим у людей, ты сейчас у должна всех. исключительно вот собой заниматься, здоровьем Друзья, кстати, своим, такие как же, минимум. если А не что. вот ходить тут в общепитие, не только у обслуживать людей с животом. Да немножко сейчас еще и все. И заметьте, якорь, блядь, никто не советует. А давай вот, может быть, вон там вот так вот сделаем, там, а может быть, какую-нибудь копеечку какую-нибудь вложим, ну, образно, да? Может быть, вот это, нет, не надо лететь вверх, сука, сразу к ноге, вот этот, блядь, якорь. А чё ж ты работаешь-то? Сиди дома, срок большой. Да жаба давит, сучар, жаба, прям их, блядь, их выворачивает. Понимаешь, вот, не работай, да что там, да забей, сиди дома, что там, давай, может, приготовлю. Не надо, да, не надо. Что там, а где, а при этом, а где твой-то там? Что-то давно он тебе не звонил, да, последние 5 минут, надо позвонить. Что, трубку не берет? О, так он с этой. Я видел. Ну, я тебе не хотела говорить, да, но я... Дома останусь. Эх, Вначале бля. тоже так говорила, что немножко поработаю и все. Данил должен... Да, Лев вот правильно спрашивает. А, кстати, а что там с армией у жениха? Его забирать не собирается, скоро будет... ой, как говорит, хорошо, как раньше, да, как раньше. Скоро это в окне автобуса поплыл. Часе пробег. Скоро поедет, да. Усы сбривать. Обеспечивать Молодец, семью, давай. потому что он ее создал, сам он ее захотел, А скоро он сам поедет, должен да. приносить деньги домой. Если Данил будет лениться, то, конечно, я его буду гнать там. Хотя чтобы нет, он пошел же еще отсрочку другую получит. себе работу Или искал. вообще не пойдет. А ведь Гуля права. У нас ничего не куплено для ребенка, денег хватает только на аренду квартиры и еду. А Даня не спешит искать новую работу. После смены я Ладно. решила прогуляться. Не хочу видеть Даню. Где ты была? Какая разница? Давай уже мириться, хватит. Угу, достал пить уже. Надо Я постараюсь извиниться. больше не пить. Извинись. Это тебе. Извинись Я 8-й не раз хочу, за чтобы серию. ребенок жил в такой же обстановке, как и мы. Ну не будет такого. Ну, сколько раз ты так говорил? Правда тебе говорю. Еще раз я разведусь. Мужики, у меня вопрос один. Я просто, ну, бывает такое вижу. Вот смотрите, вот если у вас, допустим, борода, да, и растительность на лице не растет, вы вот это зачем оставляете все? Вот это вот. Эти вот эту тему вот эту зачем вы оставляете? Я просто, ну, я для себя, для общего развития. Каждый живет как хочет, каждый выглядит как хочет. Мне это нисколько не мешает. Я просто, ну, мне для общего развития. Вот этот, блядь, вот эту лобковую вошь вот эту, зачем вы оставляете? Вот эти вот, знаешь, такие вот редкие, вот эти вот, торчащие, вот эти вот. Для кого вот это вот? Особенно, когда вот это вот все вот так вот, блядь, неопрятно. Вот это для чего? Не-не, я говорю не за щетину, а когда, знаешь, вот это вот, ну, торчат вот эти вот, одинокие вот эти воины. Зачем оно просто? Не-не-не, вы поняли, про что я говорю, когда вот эти вот, через один, он сутки трое, да. Они за день отрастают. Ну, можно такую штучку купить, шейвер называется. Копейки стоит сейчас. Он Wildberries, Озон и вся вот эти вот. Все. Не надо бриться. Я лезвием вообще перестал уже бриться. Я не знаю, миллион лет не бреюсь. С утречка встал просто. Все. Такая маленькая штучка прям. И в рюкзак везде кидаю. Нет? Олень бриться, там 2 секунды. Вот так вот. Все. С тобой вообще ребенка не увидишь. Хорошо. Я согласен. Я очень хочу, чтобы алкоголь ушел вообще с нашей семьи, потому что мы с Данилом видели, как наши родители пьют. А если Данил дальше продолжит пить, то и ребенок будет смотреть на это все и останется без отца.
Можно еще раз название заинтересовались. Девчонки, не благодарите, сейчас все придут. Ребят, ну, если день, там, 2 прошло, шейвер называется. Шейвер. По-моему, так называется. Он стоит, я не знаю сколько. Самые дешевые, ну сколько они? 500 рублей стоят. Ну, вам хватит это на сколько? Мне кажется, за косарь можно взять, вам он прослужит. У меня мой, я брал 5 ему, наверное, лет. Он там какой-то там хороший, там сколько, может он там 4000 он стоил. Но он служит, уже я не знаю сколько. И он начисто, понял? Ну, допустим, вот если вот здесь, вот эти вот зоны просто прошел, он лишний не трогает, просто раз, все, что вот это вот отросло. Что, нет? Шавел, блядь, шавел! Всю ночь у Шейвер! Наверное. меня не выходили из головы Не помню, слова как, по-моему, Гули, так. что мне хватит Короче, работать. погуглишь. Тем более срок Стример, уже не да. маленький. Стример. Нужно теперь как-то об этом намекнуть и Дане. Вон у меня за 700 рублей с насадком. Я говорю сейчас, этого, всего этого, ребят, ну, вон, зайдите, вон, зарегистрируйтесь, копейки все стоит. Домой все привезут. Да, си тряпку. Ой-ой-ой. Все, хватит, иди, я сам уберу. Давай, прекращай работать уже. Тебе уже тяжело. Давай сегодня последний день. Рабочий день закончится и все. Договорились? Нам деньги нужно за квартиру платить. Ничего страшного, я разберусь сам. Ребенку покупать нужно. Ничего страшного, я сам все найду. Все, работать ты прекращаешь. Я боюсь, что мой уход с работы отразится на нашем бюджете. Конечно, Все-таки отразится. моей Он так зарплаты и не хватало устроился на никуда. продукты и бытовые нужды. У меня нет возможности заплатить за квартиру, а жить надо. И да, там, до стипендии далеко, до зарплаты тоже далеко. у нее 25 Я есть обращаюсь сейчас. к маме, когда нужна помощь, прям в тяжелых ситуациях. То есть мне уже обратиться больше некому. Мам, у меня просьба есть. Мам. Мам. Ох, черт, а. В доставочку иди поработай. Тяжело, я каждый выпуск говорю, каждый раз. Это образно. Можно куда угодно пойти. Иди целыми днями покатайся. Вон, ребятушки катаются. И я по пятихаточке каждый раз. У меня вот есть возможность. Вот я вижу парнишка, неважно там какой там приезжает. Там русский, не русский. Он быстро мне привез. У меня суть. Время такое написано. Он раз раньше времени мне привез. Я ему... Я говорю, на, мой хороший. Он, все, спасибо. Я понимаю, что да, там этот, как он называется? По холоду, по дождю, по ветру. Ну а и что? И зимой ребята катаются. Ничего. Понимаешь? Ну они и зарабатывают, если они много этих заказов делают. Так что не надо мне тут рассказывать. Да, сынок? Одолжить денег, пожалуйста, на квартиру не хватает. О, Много? Ну, 15-20. должи денег. Ну, хорошо, зайдешь на днях, я тебе дам. Больше половины беременности прошло, животик вырос. Наш мальчик уже начинает толкаться. Машины смотришь? И что? Не устал? Нет, Принеси лучше воды. я не могу. А что, сама сходить не можешь? Мне тяжело, я опаздываю. Ну, молодец, быстренько встань, налей, попей и иди куда тебе надо. Ты со мной не пойдешь? Он же конченый, реально. Не хочу. Почему? Ну, занятый, потому что сегодня. Чем? Ну, у меня дела есть. А ничего, то, что сегодня 3-й скрининг. Не, ну так-то у нее уже и живот такой прям приличный. Еще, ну я же ходил, там ничего не поменялось. И что? Лежит тюлень. Лежит мой хороший. Ну, это твой... Скоро кроватки начнется. Пеленки, сиськи, эти письки, подгузники. Ребенок Давай. тоже. Ну и чего, вот родится и будет мой ребенок, еще же не родился. Кажется, Даня обиделся на меня из-за работы. Но это же он сам мне предложил уйти. Я не стала настаивать на том, чтобы он составил мне компанию. Пойду одна. Аделина, по измерениям живота у нас с тобой все в порядке. Ребенок соответствует сроку. Чуть такое одели, я первый раз вижу. Какой-то пояс какой-то. С проводочками. Беременности, да? По УЗИ у нас тоже все хорошо. А, это Кровотоки УЗИ в норме, вес плода хороший, да? К воде тоже претензий никаких нет. То есть к УЗИ мы с тобой не придираемся. А я сама буду рожать? Но на данный момент показаний к операции у тебя нет. И мы Таз широкий, нет. Тазовая кость позволяет, нет, чтобы он прям вот так вот вылетел. Ну, чтобы он прям, как с пушки, блядь. планируем роды через естественно-родовые пути. Через естественный путь. Хорошо. Вот за деньгами пришел.
Ну, Пошел ты. извини, сегодня не получится. О, как не получится? Ну, не подрасчитала. А позвонить, сказать никак? Сынок, я устала. А заработать? Уснула. Я хотела, но забыла, малыш. Я столько шел, что ты мне сказал эти слова. Ну, А зачем ты мне по телефону говоришь, что ты прости, мне дашь? сынок, пожалуйста. Как всегда. Прихожу, она пьяная, и я понял, куда она деньги эти дела, потратил на алкоголь. 15 тысяч на алкоголь за день? Нет, я прошу прощения, может быть, вы из графов, я не знаю, там вискарик какой-нибудь там 1000 по 10 глушите, но... Че, куда вы, как? Че такой расстроенный? Да ничего. Мама денег спрашивала, она сказала, даст. Сейчас, говорит, нет у нее. Я пропила стопудово. Давай дядю Вадим позвоним. Нет, не будем ни у кого помощи просить сами. Когда Делина перестала работать, Сами нам на очень улице тяжело, поживем. то есть там надо купить коляску, кроватку, там, подготовить комнату. Поэтому я принял для себя решение, что надо найти еще одну работу, чтобы доход условно стал больше. Даня рассказал своим друзьям, что он в поиске подработки, и они предложили ему отремонтировать машину, а деньги поделить на всех. Только я волнуюсь, как бы он снова вместе с ними не напился. Че, какие вложения нужны мне? Да так, короче, там масло надо поменять, гидрики стучат вот по кругу. Есть ржавчина моментами, вот тут есть. Видите, вот прям. Надо покрасить в ходовую, посмотреть. Надо, короче, сейчас как можно быстрее ее сделать. За 2 дня. Чего угораешь за 2 дня? Недели минимум. Надо успеть, пацаны. Мне прям просто бабки срочно нужны. Если что, я в ночь буду оставаться. Ну мы-то с тобой останемся, поможем. Артем и Арсений — это такие люди, на кого я точно могу положиться, и они не бросят меня в тяжелой ситуации. Даня приходит домой поздно, но трезвый и уставший. Вижу, как он для нас старается и много работает. Мы понимаем, что рассчитывать может, свою можем только мастерскую на себя. открою? Чего вы? А сегодня мне позвонил мой дядя и предложил пойти в детский магазин, купить что-то для будущего внука. Как самочувствие? Да нормально, вот была на 3-м скрининге. Страшно становится. Через месяц практически уже рожать. Боишься, да? Данил как, не исполняет? Нет, слава богу. С работы... Мне, кстати, где-то в комментариях написали, Лех, а что типа, что такого, вот там цены такие маленькие на этот, ну, в принципе, да, они на самом деле, вот сам ребенок, вот я имею в виду совсем вот, ну, прям вот, который только родился, главное, чтобы было молоко у матери. Если есть молоко у матери, в принципе, у многих, я не знаю, у меня, там у знакомых, вот у меня у многих очень, дети маленькие совсем, они спят в основном рядом с матерью на кровати. То есть, ну, как-то вот им так спокойнее, и мать не подпрыгивает, и вот вроде бы как это. Пеленальный стол, в моем понимании, это все полная такая вообще шляпа. Я никогда не понимал, зачем он, потому что всегда пеленают, блядь, на кровати, на той же самой, где он спит. Всегда пеленают его там. С этого, с как его называется, с ванной там помыли. На кровать, в полотенце, оттуда на кровать. Все на кровати вообще, все происходит. Реально перевод денег. Ой, простите. Точно. Поэтому сэкономьте. Сэкономьте. Да, главное вот эти памперсы самые дорогие. И смеси просто невероятное количество стоит. Ты вот ушла, потому что тяжело уже стало. Ну, конечно, можно понять. Ой. А ты с мамой не разговаривала, не звонила она тебе? Нет, она мне не звонила, не разговаривала. Вы там помирились как-нибудь, поговорили? Нет, я У меня больше не молоко звонила. было, да, я кормил прям. Ясно. Я в их отношения не лезу, там, из-за чего, вот, ну, я не выясняю вот этого. Ну, между собой Болею, что-то ребята, у них еще там пока- произошло. пока Я еще не очень хочу, чтобы они вылечился до помирились, конца. прям очень. Прости меня, пожалуйста. Ты уже взрослый мальчик, должен меня понять. Ты же видишь, что я стараюсь. Я уже так не злоупотребляю, как раньше. Надо вообще с этим завязать, чтобы не было срыва, вообще, чтобы ничего не было этого. Прости меня, пожалуйста, за все. Не было у тебя материнской любви. Управляйте, Какой спасибо, бы ты ребят. хотел. Меня подкосило. Я третий день Папа сегодня ушел. только болею. И вот все это навалилось на меня. Это очень... Я температура, я не люблю с температурой валяться. У меня вот, допустим, там какая-нибудь 37,5, 37 с копейками. Я
всегда лучше постримлю. Я это... Большая моя вина. Прости меня. По поводу донатов вы пишете, ребята, а где ссылка на донат, все остальное. Ребят, я говорю, кто хочет поддержать, вы голову не делайте. Да, это 200, там, 300, там, 1000, миллион рублей. Ребят, самая первая ссылка, вот, Бусти. Самая первая, вот она. 100 рублей всего стоит подписка. Подписка это у нас идет на... как он называется, господи, на Бусти. Там весь архив, всякие фильмы, не фильмы, аниме, еще что-то. Эти мультфильмы он смотрели. «Остров сокровищ», кстати, вчера смотрели. Тот старый, 86-го года еще вот. Тут что тут только нет. Тут, я говорю, тут и видос, и полиняги видосы, которые выходят только здесь. И еще что-то. Короче, здесь, тут просто вот, я говорю, вот если куда-нибудь за рулем, там, на сутках работает, вот просто врубил, все, и здесь можно залипнуть, я не знаю, насколько здесь, ушел туда и поржать, и настроение поднять. Самое оно, так что спасибо всем, кто поддерживает, да. 100 рублей в месяц, естественно, не в день, а в месяц. Да. Эконом-вариант. Да я не обижаюсь, нормально. Ну и 300 это прям, если шикануть хочешь. Я тебя очень сильно люблю. В месяц. Расслабься, нормально. Она все равно же выпивает. Я считаю, что не отказалась она от алкоголя. Ну а так прям обиду не держу на нее. Я думаю, что все дети любят родителей своих, какими бы они ни были, и кто бы они ни были. 2 дня Даня ремонтировал машину и получил свою долю – 15 000. За квартиру мы заплатили, Не правда, показали. задержкой. Но хозяйка вошла в положение. До родов остается меньше недели. Даня продолжает работать в пиццерии и ремонтировать машины. На его деньги мы купили кроватку, а с моих пособий – коляску. Сегодня я хотела поехать посмотреть пеленальный комод, но в туалете у меня отошли воды. Пеленальный комод. Отошли воды. Отошли, знаешь куда? Правильно. Вон, Сабиночка правильно говорит. Да. Вот если бы он фрибет забрал, да, вот тогда бы у него не отходили бы воды, да. У него причем именно. Да, мог бы не тратить деньги, взять, он закинул на любой, там, на спорт, на киберспорт, да, и все. Не, вообще ничего не тратить, просто дали копейку он за регистрацию, и все, взял, закинул. Раз, пеленальный стол приехал. Или проиграл. Ну и проиграл, и хер с ним, все равно не свое, и ладно. Не шарит парень, да, наши-то все шарят, да, в первом закрепленном комментарии все знают, да. Да. Даня на работе. Столик, кстати, пеленальный можно прям в оранжевом цвете, да, как у нашего партнера, да, прям все в оранжевом. Всю квартиру закатал вместе с этими, с занавесками, с кроватью совсем. Покрасил просто. 3 банки оранжевой краски купил и покрасил. Стала медлить, собрала сумку и на такси сама поехала в Деревенка, знаете, как назвал? Вин. дом. А Даня написала сообщение. Я очень боюсь рожать. И я боюсь схваток. Как их пережить, не знаю. Чего? Ты, солнышко, рожаешь в клинике мать и дитя? А вы точно из бедной семьи? Знаете, сколько там роды стоят? Погуглите. Не, может, конечно, это от передачи подгон сделали, но там дядя вряд ли бы там помог. Это забейте. Я очень боюсь рожать. Так, ну-ка, сейчас начнется здесь этот, полезет. Ой, везде лезет. День выписки, вот это мне такое нравится. Вот, все, все нормально. YouTube это не любит, я всегда это проматываю, там начинаю. Не надо, не хочу. Добей меня, не надо. Командир, я ног не чувствую. Боба, у тебя их нет. Короче, все, тихо. Ну, поехали, ну что там? Лезут. Я когда сделал первый раз его на руки, у меня вот так руки тряслись. Это классно и страшно. Не знаю, как передать. Это очень страшно. Мы вернулись домой. Теперь вся семья в сборе. Даня осваивает роль отца. Впервые никто из наших родителей не ругается между собой. И на вечеринке все пьют сок. Поздравляем тебя. Молодец. О, мимозу салат.
Я такое умею делать. Да, могу похвастаться. Мимоску. Хороший. За Демида. Ни у меня, ни у Дани не было полноценной семьи. И нам очень хочется дать будущему ребенку все, то, чего не было у нас. Я учусь быть мамой. Наши родственники на подхвате. Так часто мы их в своей жизни еще не видели. На них повлияло рождение Голову внука. держите, зараза. Даня тоже много времени проводит с сыном. Друзья незаметно отошли на второй план. И о ревности он забыл. Мамой быть тяжело, на самом деле. Помыть, подмыть, на руках там покачать. Иногда хочется побольше поспать, а он просыпается очень рано. О, и да. не спит. Вот это что есть, то есть. Первые полгода. О. Сделаешь мне мимозу? Давай не будем этот выпуск опошлять. Я тебе хотел написать про омлет, но... Ладно, давай просто как бы... Давайте просто по-человечески посмотрим и все. Просто букву назовите. Просто одна буква. А, Б, В. Ему надо, чтобы его развлекали, то он там смеялся, улыбался. Наконец-то вернулась крестная Дани, тетя Алиса. И сегодня мы ей покажем Демида. Такой малюська. Угу. Не вошли еще в колею в эту, в Нет, родительскую? Нет? Еще Колею. Тянетесь. У меня сейчас уже нет такого, то, что погулять с друзьями. У меня была возможность, я гулял, а сейчас не могу. Сейчас у меня ребенок и Аделина. Молодец. Сегодня у нас радостный день, Справился. праздник колыбели. По татарской традиции ребеночка нельзя показывать людям 40 дней после его рождения. А когда малыш окрепнет и мама восстановится после родов, можно устраивать праздник и Праздник знакомить его колыбели. с родными. Наши родители и друзья уже видели Демида на выписке. Но мы все равно решили на 40-й день по случаю рождения сына опять собрать всех близких, чтобы еще раз отметить пополнение в нашей семье. Первый раз вообще про такое слышу. Да. О. Да. Да. Ты кушаешь, нет? Подержи. Что такое, нормально все? Да, просто. Данил помогает мне с ребенком. Он ночью встает, так же, как и я. Там, допустим, я иду смесь готовить, а он ребенку памперс меняет. Кряхтит. Ну, А или дети постоянно наоборот. маленькие кряхтят. Я не знаю почему. Я думаю, что когда ребенок подрастет, Есть еще такая тема? немножечко, то Ну, постоянно Данил кряхтят. будет хорошим отцом. Работу мне предложили, короче. Зарплата побольше, там чуть график по-другому. То есть я уже часов 7, наверное, 6 дома уже буду. То есть Аделине могу помогать больше. По дому там, с ребенком. Отлично. Дане не пришлось искать новую работу. В пиццерии его повысили до менеджера и подняли зарплату. Теперь он получает 90 тысяч рублей в месяц. С моими пособиями, думаю, нам будет хватать на все нужды. Конечно, будет. Также Даня встал в Не очередь на просрать только квартиру, такую которую работу. должен получить от государства. Может, возможно, я была не права. Возможно, где-то ты был неправ. Но в основном ты был неправ. Вот это меня до сих пор мозг. Мне, блядь, больше всего нравится, когда подходят люди, говорят: ты знаешь, давай помиримся. Давай. Хорошо. Давай я начну, давай. Слушай, ты знаешь, во многом, конечно, мы с тобой были неправы, но в основном, конечно, ты не прав. Вообще, гад ты, падла и еб... Да, не подходи ко мне больше. Что я был неправ в тот момент, когда все это произошло. А может, как-то я сделал, что произошло. Вы сделали просто для себя как лучше. А у меня получилось это хуже. Хорошо, мы можем местами поменяться. Ну, Ты может на быть. моем месте тоже поступил бы абсолютно то же самое. Нет, я так бы же. все равно бы не забирала бы. Я бы не забрала бы. Но Не забирал бы ребенка от матери, которая в говно каждый день? Конечно. Ну-то ворошить 100%. старое. Нужно жить новым, смотреть вперед, не оглядываясь назад. У нас он тем более мелочь пузатая растет. Да. Сейчас ради них надо стараться, не конфликтовать. Я, короче, я каждый раз ловлю себя на мысли, пытаюсь этого не делать. Это же когда ты сейчас мне вот так вот начнется, вот и скажут: ты знаешь, что у нас там? И вот эти вот говяжьи глаза опять вот эти вот. Короче, друг друга прощаем. Друг друга прощаем. Кто я? Обида не прошла. Пока еще немножко Когда мне детей на руки давали, я после 4-го перестал бояться их держать.
Маленькие, хрупкие, страшно. У меня еще она есть, это осталось чувство еще пока. отдельное, да. Ну, надеюсь, Лев, она это я растает. солидарен. Хочется ей поверить и как бы помириться. Надеюсь, нас Это вообще другое, да, чувство. наш племянник нас До дома везешь, ведь соединит. переживаешь. Уже как-то легче стало уже. Так вроде поговорили, ну, как будто все отпустило уже. Меня очень радует то, что дядя с мамой попросили друг у друга прощения и начали хоть немножко, но общаться. Думаю, может, на учебу вернусь. Да я пока не хочу работать кассиром. Не Верное хочу решение. работать, не хочу учиться. Все Как правильно. Данил одобряет это? Пусть идет Одобряю. учиться. А мы поможем с ребенком. Посидим, понянчимся, если что. Ну, на заочный, пожалуйста, переводить. На очный не надо. Аделина стала мамой, она ну, какой-то более серьезной такой стала. То есть уже не как девчонка, а уже как женщина, девушка такая. То есть и дома там покушать, там за ребенком присмотреть, но это же тоже не так легко. Раньше она могла, ну, типа, лежать на диване и ничего не делать. А сейчас вообще Не-не-не, по-другому. там ребенок этого не даст. Материнство меня поменяло. В том, Конечно. то, что я стала более спокойней. Там вкрутит так он. И относиться начала пробку. более помягче ко всему и ко всем. Всем девочкам, которые забеременели в раннем возрасте, я хочу посоветовать рожать, если есть рядом любящий. Это понятно, что она советует, а я всем девочкам в раннем возрасте, которые надумали что-то делать, девочки мои хорошие, пожалуйста, поживите с этими мальчиками, узнайте их получше. И когда вы вот это все сделаете под одной крышей, вот этот быт весь окунетесь, хотя бы там немножечко, да, хотя бы там, ну, несколько месяцев, там, полгодика, да, ну, хотя бы, вот, когда вот вы вот, и потом уже вы как-то о чем-то думаете. Не надо сразу на первого встречного бросаться, кидаться, и всегда, пожалуйста, предохраняйтесь. Вот такой вот совет. Ну что ж, я хочу сказать следующее. Выпуск мне очень понравился. Очень хороший он такой. Он какой-то, это, ну типа, да, наверное, какой-то такой он хороший. Неплохой выпуск. Какой-то добрый, спокойный выпуск. Нет вот этого. Да, вот это вот. Вот этого всего нет. Да. Потому что, да, лучшая реклама, да, этих самых средств контрацепции. Кстати, никогда не понимал, почему так называется. Почему именно называется именно средство контрацепции? Что это? Как это у вас вообще? Что это такое? Вот. Так что как-то так. Слушайте, попахивает тем, что как бы надо, наверное, подписаться всем ребят на телегу. Я серьезно говорю, там что-то YouTube вообще, возможно, реально скоро как бы это... Надо думать, что-то делать, потому что душит очень жестко. Я говорю, я думаю, что до 7 ноября, его, до моего дня рождения, его вообще снесут полностью. У нас, естественно, в нашей стране. И задушат вообще просто к херам. Понятно, что все на VPN-ах останутся, но как-то надо здесь очень прям плотно подумать. Вот, так что, если что, я в телегу обязательно все буду скидывать. Телегу вы знаете, вот еще раз, она вот. Ну или в описании там все мои соцсети есть. Так что давайте, чтобы нам не потеряться, а то потом будете все в повторах смотреть, еще там что-нибудь. Так что как-то это. Как-то так. По поводу сервака, на котором играем в Lineage, ссылку я вам дал. Не буду там ничего говорить, просто если интересно, перейдете, зарегайтесь. Только переходите те, кто реально хочет поиграть. Играем мы очень много, я сейчас играю, и с 7 числа он открылся, 20 дней всего серваку, мы очень в долгую там. Так что, кто хочет, пожалуйста. Мы там и в Дискорде общаемся, такая, ну, короче, как вот в New World мы играли, такая атмосфера прям, короче, которую я хотел, прям мне для души. Вот, так что как-то так. Милости просим. Рад буду всем, всех возрастов. Так, нужно обязательно допройти Frostpunk. Так что от меня ждите. Завтра в телегу скину, как всегда, информацию с трека. Завтра еду гонять. Не знаю, на какой машине. Это 100% Porsche. Но вот какой... Блин, или GTS какой-нибудь, или Cayman. Обычный. Наверное, вряд ли. Наверное, GTS, скорее всего, будет. Короче, посмотрим. Я завтра все выложу. Хорошо? Да, кружочек с меня. Это 100%. Черница отдельно посмотрим. Все, всех обнял, приподнял. Спасибо, кто делится этим видео. Куда гонять? Ну, я на пилота учусь вообще. Я же воплощаю свою мечту, ребят. Я на гонщика учусь уже 4, наверное, месяца. Так что как-то так. Стейлон в этом году только уже серию отснял. Я же говорю, подписывайся на телегу. В телеге все есть.
Я же не... Ребят, я не спамлю, там ни рекламы, ничего, там ничего такого нет. Там оповещения о стримах, о роликах, о нашем всех движе. Я говорю, вы зайдете, один рекламный пост за все время существования телеги. Один. Так что, я же говорю, вот, заходите. Заходите, я без шуток говорю. Там просто посматривайте. Вот там я расписание на весь день кидаю. Так что, удобно. Гонщик, не, гонщик, ну, ребят, ну, это моя мечта была. Так что как-то так же. Как-то так. Да, когда что выйдет, обязательно все скажу, когда начну монтировать ролик. Я чуть-чуть поправлюсь. Я бы уже бы начали монтировать, если бы, ну, склеивать. Его монтажа там не будет, всяких звуков, всего остального. Там будет склейка еще с камер дополнительной, которые я расставлял. Так что как-то так. Ладно? Всё. Пойду потихонечку. Госта, я же вроде зачитывал. Лех, здравствуй, привет. Когда будет Patreon? А я же сказал тоже, ребят, на днях. Сейчас я немножечко вот выдохну. Может, даже завтра сядем, сделаем Patreon, начнем тоже все перезаливать. Так что как-то так. Какой сервак, Леха, C5? Не-не-не, ХФ. Блин, да давайте я вам проще сейчас покажу. Когда ссылку вот эту вот кликаете, кто там спрашивает, я и в коммент ее оставлю. Сейчас. Короче, зайдете, там личный кабинет, форум. Что там нужно? Вам нужен, короче, личный кабинет, форум. Все. И начать играть прям в центре кнопка. Ну, да, разберетесь, ребят. Ну, там я тебе просто рекламировать не хочу. Зайдете и посмотрите, кому интересно, да. Все. Ну, или вот так, да, он как Зёма кидает. Там можно вот так вот, еще проще. Все, я погнал, приподнял. Да, ХФ именно интересует. Все, ребятки, давайте. Я погнал. Удачи, берегите себя. Вот, обязательно вас порадую в ближайшее время. На OnlyFans когда? Да, мой хороший, мы с тобой. Ну, мы с тобой еще, знаешь, это. Все, давайте, пойду, ребят, лечиться дальше, а то что-то у меня сегодня горлышко это. Страшно, очень страшно. Не болейте. Всем добра, удачи. Хорошего настроения. Берегите себя. Погнал я тоже.